Many of you know anything a little bit of Jyotish? Кто из вас знает что-то о Джотише? So there are some, how many people do not know anything about Jyotish? Кто не знает ничего о Джотише? Do you all know your Lagna or ascending sign? Все знают свой лагну или восходящий знак? Не знаю. Anybody doesn't know? Кто-нибудь не знает? Oh, good. So this is good. Хорошо. Because as much as you know, I can go a little bit into Потому Jyotish. что чем больше вы знаете, тем глубже я углублюсь в Джотиш. Then, okay, I allowed recording, Я позволяю делать запись, but please, what I'm gonna teach you today, но, пожалуйста, keep it for yourself. то, что я собираюсь вас Don't teach it, обучать сегодня, оставьте это для because себя. I'm going to teach you one important sadhana. Потому что я вас научу одной важной садхане. And you see, it is stupid to play the policeman. Ну, вы понимаете, что это глупо играть с милицией. Так There сказать. is a Chitragupta recording all our karmas. Есть такой Читрагупра, которого вы слышали вчера, он записывается нашу карму. And after the yesterday's seminar, we should be aware Да, и после вчерашнего семинара мы должны понимать of это. what we do, that it is having certain good or bad То, что consequences. мы делаем, это имеет хорошую либо плохую какую-то последовательность за собой. Okay? Because it is easy for me, Потому что для меня легче, since I see that all of you know little bit Jyotish, так как я вижу, что вы немного знаете Джотиш, then I can teach you this sadhana. тогда я вот могу научить вас. этой This is a садхане. very secret sadhana. Это очень секретная садхана. And this is something, Это что-то так. if you manage to do it, Если получится у вас ее выполнять, sadhana means spiritual practice. садхана подразумевает духовная практика. It will really awaken your soul. Это в действительности пробудит вашу душу. Not that it will awaken your soul, М, not that only it will awaken your soul, Не только это пробудит вашу душу, but it will also improve your health. но это также улучшит ваше здоровье. So it is very secret sadhana. Это очень секретная садхана. My guru taught my student Мой учитель научил ее моих when he учеников, first time came to когда он Serbia. первый раз в Сербию приехал. He was so happy with them. Он так был рад иметь таких So he студентов. decided to teach them this sadhana. Он решил вот научить это. Normally, it was taught one-to-one. Обычно это от одного к другому передаются эти знания. Okay, so I'm first time coming to Russia, То есть вот я первый раз в Россию приехал, and I see a nice crowd и here. я вижу такая хорошая вы толпа. Because what is the point of studying Jyotish В чем смысл вообще изучения Джотиша? unless we know the ways to improve it? Есть до тех пор, пока мы не знаем, как улучшить что-либо. It is like studying medicine Это словно изучать медицину without having any idea в отсутствии каких-либо how какого-либо to понимания, cure people. как лечить людей. And there is another way, why do we do sadhanas? И другое есть объяснение, зачем мы делаем садханы. If you remember yesterday, Если вы помните, вчера I wrote you the concept of creation. я вам вот концепцию творения описал. Is anybody here who was not yesterday? Кто-нибудь здесь присутствует, кто вчера не был? Okay. Yesterday, Вчера I explained how the Vedic scriptures give the concept of creation. я объяснил, как ведические писания описывают Maybe I will again концепцию draw творения. it, Может быть, я снова напишу это, because we will be also relying on that. потому что мы будем ссылаться на это снова. If you remember, Если вы помните, we had to depict. Oops. We have to represent God. We represented God in the form of square, мы представляем Бога в форме квадрата. because anything which is above our senses Потому что все, что за пределами наших чувств, and it is above this third-dimensional reality, за пределами этой
воспринимаемой реальностью. We cannot represent. Мы это не можем представить, изобразить. In the same way like we use maths in Jyotish. То же самое, как мы математику используем в Jyotish. Because we have to represent what is transcendent. Потому что нам нужно так или иначе как-то изобразить то, что превосходит наши чувства. We have to represent it in this tangible world. Tangible, you know. Нам нужно это как-то представить в этом чувственном, да, So we use the мире. symbols. То есть поэтому мы используем какой-то символ. What is happening? Is it coming? I hope so. So we represent it as per the Parashara. И мы используем такой вот формат, который предоставил Парашара. God is Amrita Tattva. Бог это Амрита Татва. Amrita means immortal. А Амрита значит бессмертие. It is beyond all the senses. Это за пределами. And we are going to talk about this. I will quietly start from spirituality and take you to Jyotish. Я начну вот снова с духовности, и мы перейдем к Jyotishu. And only one quarter, roughly speaking, if we can say a quarter. What is the quarter of immortality? What is the quarter of something which is eternal? That's the problem. But we have to do something. We have to explain. В общем, 1/4 всего этого бессмертного Бога существует. И как мы вообще можем говорить об этой 1/4, но так или иначе нам нужно как-то We have to объяснить. say quarter. Нам необходимо использовать слова, и мы говорим, мы должны сказать, что это четверть. But how can we really know that it is a quarter? How can we measure something which we cannot be measured? Как мы вообще в действительности можем что-то измерять, что мы по сути своей измерить не можем? So you understand? That's why I had to draw the... По этой причине Square. я нарисовал квадрат. And this quarter is manifesting. It is only this quarter, this part is И вот эта manifesting. вот часть этого квадрата, она проявлена. And we call it Vasudeva. И мы называем эту часть Васудева. Vedic scriptures call this manifesting God Vasudeva. Ведические писания называют вот эту часть Васудева. Coming from the word Vasu, Образуется от слова Васу, which means knowledge. что значит знание. And Deva means light. И Дева значит свет. So Vasudeva is the giver of knowledge and light. Таким образом, Васудева это даритель знаний и света. The other part of the God, who is not manifesting, Другая вот часть Бога, которая не проявлена, who is never manifesting. она никогда она вообще не And проявляется. as you know, many scriptures, spiritual scriptures, Много, да, духовных писаний, they say, and many spiritual gurus, немного духовных гуру, they say that God is eternal. и они говорят, что Господь вездесущий In two aspects. в двух аспектах. One is never changing, Один неизменяемый, and another is always changing. и второй аспект всегда изменчив. So both aspects of creation are eternal. То есть оба эти аспекта, они вездесущи. And that never changing is called Amrita Tattva. И вот эта вот часть, которая неизменна, она называется Амрита Татва. Parashara call him Narayana. Параша Нараяна. называет также и эту часть Нараяна, Coming from the word Nara. образуемое от слова Нара. Nara means human being. Нара это значит человеческое существо. And Ayana means direction. И Айна значит направление. So God is the one who is giving direction to human То beings. есть Бог это тот, который дает направление живым Or существам. vice versa, we are seeking direction Или towards другими Him. словами мы ищем направление к Нему. We are like small insects Мы словно running to light. насекомые, которые летим на этот свет. So we have two aspects of God. One is Narayana, То есть у нас два аспекта получается. Один это Нараяна, never changing, eternal. неизменный никогда. Another is Vasudeva, И другой это вот Васудева. one part of Him, always changing, Часть его, которая always. постоянно изменчива. Both are the truth. Обе эти части это истина. And in Jyotish we study Brahma Vidya. И в Джьотише мы изучаем Брахма-видью. What is the concept of time Что есть концепция времени. and how the time is manifesting. И каким образом это время проявляется, манифестируется. Because when Vasudeva manifests, Потому что когда Васудева вот он проявляется, we call him Kala Purusha. мы называем его Кала Пуруша.
Kala, Purusha and Vasudeva in this concept are the same. В этой вот концепции Калапуруша и Васудева это одно и то же. Because it is God in manifesting in time. То есть это вот та часть Бога, которая проявлена во времени. And we study all these time measurements. И вот мы изучаем все эти измерения времени. We study completely time. Everybody, Только most of you время, полностью know время. yoga. Все, наверное, знают, что такое юга. You know Kali Yuga, Sati Yuga. Yuga, Sati Yuga. This is only small concept of time. Это всего лишь очень маленькая часть концепции времени. We study the time from the blink of the eye. Мы изучаем время с той точки, той Blink, малой точки, blink. равносильной морганию This. глаза. Until the one day of Brahma, creator. То есть до одного дня созидания Брахмы. And if you know the calculation, И если вы знаете, как это исчислять, you will understand that Brahma, one day of the Brahma, his one day is 311 trillion billion years. то есть если вы знаете, как это исчислять, один день Брахмы это 311 trillion billion. 1,1 биллионов лет. This is one day when the Один Brahma, I will now write, I will now draw. So this is Narayana, Вот это вот Нараяна, this is Vasudeva. это Васудева. And you remember here, И вот вы помните, здесь у нас we had 1/8, 1/8, 1/8. и тут 1/8. And then here we had 3. И здесь три части у нас. Burloka, Bhuvaloka, Бур, and Svargaloka. Бува и Сваргалока. You remember this? Помните? And then we had here Shunya. И тут у нас вот Шунья. First Shunya called Rahu Shunya. Первая Шунья, Раху Шунья. And here, И вот здесь second Shunya, Вторая Shunya. emptiness called Ketu Shunya. пустотность Кету Шунья. So this is the part of evolving. И вот это вот часть эволюции. And during one day И в течение одного of дня, 311 trillion billion, одного дня Брамы, то есть вот это вот, and one night of 311, и одна Billion. ночь, то есть противоположная часть Brahma creates Yeah. this. Брахма создает вот это вот. He is like a minister entitled to create. У него полномочия, словно у министра, создать вот это He is все. called Prajapati or our model father. Или его называют также Праджапати, то есть наш отец. Mold. Do you know what mold? I got it, but I don't know how to translate. Mold is like when you make cakes and then you make the same. Как форма, то есть форма, которая делает одно и то же. Every species has То Prajapati. есть у каждого живого существа есть свой Праджапати, то есть форма, We as которая human делает. beings, when we think about God, То есть мы, живые существа, когда думаем о Боге, we will think that He has 2 legs and 2 то arms. есть мы думаем, что у него 2 руки, 2 ноги. Because we were made on this mold. Потому что мы вот сделаны через эту формочку. Little ant will think, oh, God is some big ant. А маленький муравей думает, что Бог это будет большой-большой муравей. This is called Prajapati, Это есть вот Праджапати, концепция этого. form of God which created us. То есть форма Бога, которая нас создает. We all think it is the same form. То есть мы все думаем, что у него такая же форма. And Brahma created Prajapatis. И Брахма он создает этого Праджапати. Various Prajapatis creates various То beings. есть различные Праджапати, они различных живых существ. And создают. something similar, like in Bible, И что-то есть там то же самое, when they словно say в that Библии. God created a man as per his form. То есть по образу и подобию своему. So it is Prajapati form of God creator. То есть это Праджапати форма Бога, Творца. And he lives in this world on the form of Vasudeva, Вот он, 311 trillion billion и years. он живет вот в этой проявленной части Васудева 3,11 биллионов Roughly лет. speaking, with some Грубо calculation. говоря, да, с помощью определенных And he has a исчислений. day and night. У него есть день и ночь. And during the day, И в течение дня he creates 1/8. он создает 1/8. And during the night, he creates the other И 8. в течение ночи он создает другую 1/8.
And when after 311 Вот после этого периода, billion years, 1,1 миллионов лет, this part is destroyed. вот эта часть, она разрушается. All we see, Все, all что мы the видим, stars, все all the universe звезды, is вся destroyed. Вселенная, она разрушается. During the night, this part is destroyed. В течение ночи Spiritual вот worlds are destroyed. эта часть разрушается, духовные миры, они разрушаются. And again from Narayan, И снова из Нараяна Vasudeva manifests. Васудева проявляется, манифестируется. And this process is eternal. И этот вот процесс, он бесконечен. And that's why they say both manifested and non-manifested world God is eternal. То есть и поэтому мы говорим, что и проявленное, и непроявленное бесконечно. That's why they say Maya is eternal. Майя, она бесконечна. It is eternal in its ever-changing form. То есть она бесконечна в своем различном изменении формы. Did you understand? Понимаете? Shortly, I'm trying Коротко. big philosophy to make it simple. Коротко, большую философию хочу сделать So that максимально everybody простой, can чтобы understand. каждый мог понять. Do you have any questions about Какие-то this? вопросы по поводу этого? So do you see how long one day this whole sun, this whole universe will, it is called Pravaya. То есть в один день Солнце, вся Вселенная, они Everything will разрушатся. be destroyed. Это называется пралая, то есть все будет разрушено. And we all think about yugas. Мы все думаем о юге. Kali Yuga is 4,3200 years. 432,000. 4, 3, 2, 0, 0, 0. This is 400, huh? 432. 430. 432,000. Easy answer to say, huh? Think about 311 trillion. Подумайте Billion. вот, о этом годе Брамы, So you see how yugas are small cycles. насколько юга меньше. So it will take a long time То есть это займет большое-большое время until this happens. до тех пор, когда это произойдет. And scientists know that. И ученые знают это. Scientists talk about the sun will become very old and red, Они знают, что да, Солнце будет очень старое, красное, and then it will be destroyed, и оно разрушится потом. and then end of all this burloka, buvaloka. И конец придет всей этой бубалоки. Sometimes all this star in the sun, Svargaloka, will also die То down. есть в какой-то момент и звезды все в Сваргалоке тоже. And this is a day of Brahma. In the scriptures, И это и есть вот день Брамы. То есть в Писании, it is written that Brahma has gone to sleep. то есть говорится, что Брама идет спать. And one day also the sleep will be finished and there will be no Vasudeva, no evolving aspect of И God. в один момент и сон его тоже закончится, и вот по истечению этого промежутка не будет и Васудева. And that is the question from yesterday. Why does Narayana decides to manifest here? И это вот тот вопрос, который вчера звучал, почему Нараяна решает проявиться вот здесь. Nobody truly knows. And Истинно those никто who не know, they знает. will not tell. А те, которые знают, они не скажут вам. You have to go there to know. Вам нужно достичь вот этого положения, чтобы понять. If you go there to know, you're not going to come here to tell us. Если вы достигнете этого положения, то вы не вернетесь к нам, чтобы рассказать. They're all saying it is a part of Leela play, Все они говорят, что это часть представления игры. but it's a high philosophy. Это достаточно высокая философия. So did you understand basically how this concept works? То есть в основном, в целом, вы понимаете, как эта концепция работает. And what is the problem with Jyotish? В чем проблема Джотиша? Yesterday I was telling you Вчера я говорил, that we all function, astrology is always on this level. что все мы астрологи функционируют на этом уровне. Just studying, most of the astrology is studying movement of planets, astronomy. So we are still in Bhuvaloka. То есть большинство астрологов, они изучают Бхурлоку, то есть движение планет. Then Jyotish goes even to this fixed star То есть, а Джотиш, он уже достигает этих фиксированных звезд, called Nakshatras. Накшатра, который называется. Arabian astrology, Chaldean astrology was also studying fixed stars. Арабская астрология также изучает фиксированные
То есть звезды, да, накшатры. So even if we take the best aspect, То есть даже если лучшие мы аспекты if we возьмем, become very то optimistic, есть будем очень оптимистичны. we can say that astrology is studying this То part. есть вот эту часть астрологии изучают. This is only 1/24 aspect. То есть это всего лишь 1/24. Oh, sorry, 1/8 aspect. 1/8 аспекта всего. What is happening with these spiritual А locals? что происходит вот в этих духовных локах? This is the knowledge which is lost in Jyotish. Это те знания, которые были And потеряны. if you know Jyotish, I can tell you, huh? Если вы знаете Джотиш, то я вам скажу, How many of you как много из вас are using 21 doshas on the level of tattva? используют 21 Have you дошу, ever heard of it? 21 дошу на уровне татвы. Вы вообще слышали об этом? No. Hmm? Нет. Vyatipata dosha. How many of you Vyatipata dosha. knows about Vyatipata dosha? Что из вас знает Ветипату дошу? You never heard of it. You see, most of the books, I'll tell you frankly, Я you don't искренне have to вам be скажу, ashamed. вам не надо быть стеснительными. I was in this position Я был в этой when I was позиции, studying Jyotish. I was in the same position. I Я bought all the books in India. положении. Я брал книги в Индию, I was reading. читал, Nothing. ничего там нет. So, basically, В основном, that's why in this second book, Brush Up, I'm writing second book is all in the print. I gave this whole chapter on this. то есть я напишу сейчас вторую To книгу. remind astrologers, Я целую главу пишу об этом. please wake up. То есть напомнить And I'll астрологам, show you пожалуйста, I can show you the проснитесь. chart, Я вам покажу карту, which will destroy all the rules. которая разрушает полностью все правила. Because you see, astrology rules works here. Потому что вот правила астрологов работают здесь. What is happening if the problem comes from here? А что происходит, если проблема вот из этой области приходит? What is happening if we have some bad karmas here? Что, если у нас вот там плохая карма есть? And we are looking for protections here. А мы смотрим какую-то защиту вот здесь вот. I have a problem with Putin. У меня есть проблема с Путиным. And I go and hide with some small mayor И я in a town. прячусь за каким-то маленьким Can мэром that mayor help me? в городе. Этот мэр поможет You мне? understand the problem? Понимаете, в чем проблема? I have a problem with the small mayor. То есть у меня там проблема с каким-то маленьким мэром. Да? But I have protection of Putin. Но у меня есть защита What can Путина. this mayor do to me? Что этот мэр может You сделать see? по отношению ко мне? So there is a whole level of tattva То есть есть много уровней. in Jyotish. There is a whole level of combination, Много различных комбинаций. which if you don't know, Если вы их не знаете, you will fail. то вы потерпите неудачу. Not in every chart, Не в каждой, конечно, карте. but I prepared, I put in a book one chart Ну вот в карте в книге я одну карту of the girl упомянул одной девушке, who got killed in a car accident at the age of 6. которая погибла при несчастном случае Car accident. Автомобильная в авария. автомобильной аварии в возрасте 6 лет. She has Jupiter in Lagna. У нее Юпитер в Лагне. It is a well-known dictum in every astrology Все знают это условие, that Guru in Lagna что гуру в Лагне protects the life of a person. защищает жизнь человека. Guru is Nicha, Гуру Нича. but it doesn't matter. Nicha Но это не means значит. status. Нича всего лишь значит статус. It will protect. Это так или иначе будет защищать. We can seek and seek, Мы можем и болеть, but we are not going to find. There are other protections in the chart. искать. Мы можем искать, но так защиты никакой там не найдем. But if you look at the level of tattvas, Но если вы this is the level of посмотрите tattvas. уровень тат, Here in spiritual, вот это вот these are the уровень tattvas. тат в духовном. You remember духовном 5 мире. tattvas. We are going to repeat them again. Помните, я собираюсь повторить это тоже. If we look at this level, Если на этот уровень we взглянем, will find a number of problems, мы найдем количество большое проблем, including that so-called Vyatipata dosha, включая вот в эту Ветипата дошу, which means chaos. что значит хаос. Can you imagine if a planet is placed in the sign or nakshatra signifying chaos? Представляете, вот, что если планета она расположена в In знаке that или dasha, накшатре, in которая that значит period, Ветипату,
хаос. То есть в этот вот период, в эту Mars Mangal. You know, now Mars. since I know that you heard about astrology, I can tell. Знаю, что вы Mars знаете on Mangal то есть Марс was Мангал, placed in that position. он вот расположен в этом положении. In Mangal Dasha, immediately she got killed. И в Мангала-Дашу она, собственно, погибла. No protection. Никакой защиты там нет. Why? Isn't that logical? Это вообще логично ли? If you Guru is То Graha, есть гуру это граха. it is here. Это вот здесь вот. Tattva dosha, problem is here. Татва доша это вот здесь вот. You understand the problem? Понимаете, в чем проблема? Graha cannot intervene То here. есть граха никаким образом не может перебить, да, вот эту вот часть. We, at least, my guru did one very, very good job. Мой гуру очень-очень хорошую работу сделал. When he reversed all the thinking, previous thinking, То есть, когда он пересмотрел все вещи, да, and introduced Panchang. и представил панчангу. Have you heard of Слышали Panchang? о панчанге? Most of the people heard. Многие слышали. Panchang is here. Панчанга это вот здесь вот. Now you understand the importance of Panchanga. Понимаете, насколько важна панчанга? Panchanga, it means birth in a special day. То есть панчанга это значит рожден We в were born особый on день, certain day. в определенный день мы родились, We were born in certain в nakshatra or star. определенное созвездие Накшатра, We were born on certain lunar day. в определенный So all лунный these день. calculations Все вот эти исчисления, are known as то Panchanga. есть все это известно как панчанга. And Panchanga is coming due to the Pancha Tattva, 5 tattvas. Панчанга образуется вследствие вот, 5 татв. Think about Pancha, 5, Pancha, Anga, 5. limbs. Limbs. Анг это, соответственно, члены, да. So, Panchang is linked to the 5 tattvas. То есть панчанга связана с 5 татвами. So, having in mind Panchanga, То есть it is much пометуйте, higher than your birth chart. пометуйте о панчанге, что это гораздо больше, чем ваша карта рождения. We all know that in our tradition, Все мы знаем, что вот, all the наши gurus, традиции, all the все astrologers, гуру, все астрологи, first used to draw Panchanga. первое, что рисуют, это панчангу. They didn't look at the chart Они before даже looking не at смотрят Panchanga. карту, прежде чем не посмотрели панчангу. If you understand this, Если вы понимаете вот это вот, you will understand why. вы поймете почему. Correct? Правильно? Because whenever we look at the planet and planetary combination and yogas and everything, we are here. Сколько бы ни смотрели на там положение планет, комбинации, мы We are находимся here. вот Don't здесь вот. forget Не this. забывайте об этом. And that's why you will see some charts and you will say, oh my God, what happened? И поэтому вы I don't смотрите understand. какие-то карты, что происходит, я не понимаю. But let me tell you, Позвольте мне вам сказать, in Jyotisha texts like Muhurta Chintamani, вот в тексте Мукурта you Читамани have all these у вас combinations. есть все эти комбинации. So basically, it is not something that nobody writes about. Это не что-то, о чем никто не писал никогда. You have it. У вас It is there. Есть вообще в этом тексте, к примеру. So you understand? Понимаете? So, this is how to explain to you importance of То tattvas. есть это вот таким образом можно Do you remember объяснить вам, yesterday? насколько I will важны come татвы. again back on tattvas and we will again talk. Помните вчера, да, я вот вернусь опять. к Since этому. all of you know little bit Так Jyotish, как вы I знаете немного strayed away a Jyotish, little bit and told you. я немножечко более прямолинейный буду и расскажу вам. So that is the problem of Jyotish today. И в целом вот эта вот проблема We сегодня. lost that Jyotisha. spiritual segment. Мы потеряли вот этот вот духовный сегмент. And it is normal for the Kali Yuga. И это нормально для For Кали. this age it is considered normal. Для этого века это считается нормально. Parashara wrote in his Brihad Parashara Hora Shastra. Параша в Брихат Пурушастре написал. He wrote that people in Kali Yuga age Он написал, что люди в век Кали-юги, will have sinful minds. у них будет греховный ум. They will not be able to understand Jyotish. Они не будут способны понять Джотиш. So he said, okay, for them, for Kali Yuga people, do Ashtakavarga. Он сказал, хорошо, для Кали-юга людей пусть делают Аштакаварга. Занимаются So этим. even complicated То Ashtakavarga есть достаточно сложная in the тема eyes of the Аштакаварга. Parashara was given for us. То есть даже в глазах, то есть с точки зрения Параши, вот он ее нам предложил. Okay, you are small kids, just Маленькие play дети, with Ashtakavarga. играйте вот с Аштакаваргой. So you understand? Знаете, Why was so? почему Because так? Parashara knew Потому что Параша знал, that we have to understand these нам levels необходимо понять вот этот вот уровень, to understand Jyotish. чтобы
понять Джотиш? And how can we understand this level? Как мы можем понять этот When уровень? our mind is here. Когда наш ум вот здесь вот. So what are we gonna do? How can Что we нам understand? делать? Что нам... Как мы можем понять это? You see, our human mind is not capable to go up. Can you see the spiritual worlds? Can we see them? Видите, наш ум не способен подняться туда вверх. Можем ли увидеть эти духовные миры? So now do you understand why spiritual sadhana? Why every Jyotisha must do some spiritual sadhana? Сейчас вы понимаете, для чего нужна духовная практика, духовная садхана. We Каждый don't. из Джотиша должен I'm делать saying это. you don't. Nobody is forcing, neither you nor me. Никто не заставляет ни вас, ни меня. But if we don't do, Но если мы не делаем, we are on the level of Shastra. мы вот на уровне шастры, We are on the level of astrology. на уровне астрологов. And we have to play that game. И нам остается играть в And эту we have игру. to accept it. И мы должны это And принять. we cannot say this is Jyotish and we know everything. И мы не можем сказать, что это Джотиш, и мы все тут знаем. Because from this level, Потому что с этого уровня we cannot predict everything. мы не можем предсказать. Guarantee. Я гарантирую. I always have charts, У меня всегда есть карта, which I will throw to you, and you will которую say, я вам дам, oh, what happened? и вы скажете, о, что тут происходит. And when we go up, И когда мы вот выше поднимемся, we will understand вы it. поймете тогда. So, our knowledge has to go up. То есть наши знания должны подняться. But if our knowledge goes up, То есть если наши знания поднимутся, our consciousness has to also go то up. есть таким образом и наше сознание оно должно Because we возвыситься. can't understand. Иначе мы не можем понять этого. We will just be talking by heart. Мы просто будем там наизусть что-то говорить. Our mind will not be able to follow and to match up our knowledge. То есть наш ум не сможет следовать за этими знаниями и соответствовать этим знаниям. We will be like a parrot, Мы будем словно попугаи, repeating things, просто повторяющие какие-то not вещи. really understanding В this. действительности не понимая. So there is the need for spiritual То есть sadhana. в этом необходимость есть Now, определенная do you духовная understand why? садхана. Теперь вы понимаете почему. If we really want to go up, if we really want to go to Amrita Tattva, То есть если в действительности мы хотим подняться и достичь даже там Рита Татвы, and most of us start studying Jyotish because of us, большинство из нас изучают Джотиш for us to spiritually progress. для себя, чтобы духовно прогрессировать. So if we want to do so, То есть если мы в действительности этого хотим, we must have some spiritual sadhana. у нас должна быть, мы должны иметь духовную садхану. And that's why that is exactly what are we talking today. И это вот действительно то, о чем мы говорим сегодня. So now we can start. Теперь мы можем начать. Okay. Move. Let's go. Okay. This is what we've been talking yesterday and now. Это то, о чем мы говорили вчера и сегодня поговорим. Говорили. You see? You can briefly see who knows English. Кто знает английский, коротко можете увидеть. This is here. Это вот об этом. Actually, I wrote here В действительности я написал тут, that here you have as per Parashara, Parama Brahma в соответствии с Парашарой, вот здесь у вас Парамавишну. Парамавишну, and Parama Shiva. Парамашива. So Parashara is saying that there is something, some forms. И Параша говорит, вот что-то там есть Even in this определенные Amrita формы. Tattva. То есть даже на уровне Амрита Татвы. There are three gunas. То есть там есть три гуны. But you remember he's using the word Parama. Parama means beyond, transcendental. Помните, он говорит парама, то есть это превосходящее. Like the Превосходящие seed. гуны, как Like the словно seed. семечко. Like the impulse. If you Это remember импульс. yesterday, Если вы помните вчера, I told you when we opened the я seed, говорил вам, если вы эту семечку We see расколите, emptiness. вы увидите там пустотность, пустоту. but in that emptiness there is an Вот impulse, в этой вот пустоте там есть импульс, which created a whole seed. который создает всю эту семечку. In that impulse, which is in emptiness, which we can't see, Вот в этом импульсе, в пустоте, в котором мы не можем увидеть. whole tree was calculated. How many leaves? Everything was there. То есть сколько там листьев, все можно посчитать.
Do you understand? Представляете? So, Понимаете? in the same way, in Amrita Tattva, То есть таким же образом вот в Амрите there are the Татве seeds, these impulses of three gunas, там есть вот это вот семечко, импульс этих трех гун, which become imbalanced here который after вот the на Shunya. этом уровне сбалансирован. When the guna come out of То balance, есть когда гуна выходит за пределы баланса, then creation starts. тогда творение происходит. And in Sanskrit, В санскрите creation is called Shrishti. творение называется Шришти. So, now, this is so difficult, trust me. Это так тяжело, поверьте мне. People who take Parashara, То есть люди, которые берут книгу they start Парашара, reading his first chapter on Shrishti. начинают читать первую главу о They Шришти, immediately skip it. они тут же пропускают. Immediately go further. Сразу же, Then after many years you go back, then you see, oh, again skip it. после какого-то длительных годов возвращаются обратно и опять ее пропускают. So it is very difficult to Это очень understand. тяжело понять. But I think I managed to explain you in simple Но я words. думаю, что я справился объяснить вам это To get достаточно an просто. idea what is happening. Чтобы у вас понятие сформировалось, что там происходит. Okay? Yes, yes. Okay, this is what we did basically yesterday. Мы вот делали в основном вчера. I will just tell you some, just go on the next, and then I will talk. Next. Oh, okay. Go back, sorry. Can you go back? Okay. Tattvas. Татва. We have Agni, У нас есть Агни. but first when you start with Tattvas, Прежде чем мы начнем с татвами, start with Vayu. давайте начнем с Ваю. Why I will explain later. Почему я объясню позже. Vayu, Ваю, Agni, Агни, Prithvi, Притви, Jala, Джала Akash. и Акаш. Keep this order in brain. Вот этот вот порядок. It is not the order of manifesting. Это не порядок манифестации проявления. Okay, I'll explain for Хорошо. those who are not sure. Я объясню для тех, кто не уверен. Vayu is air. Ваю это воздух. It is gaseous state. It is not air. It Это is не gaseous state. совсем воздух, это такое газообразное состояние. And when I say tattva, Когда я говорю please татва, keep in mind what I told you пожалуйста, yesterday. помните то, о чем я говорил вчера. Tattva is principle which created gas. Татва это принцип, который создает Air. газ, воздух, так называемый. But air and gas as tangible material substance Воздух и газ это то, что в принципе материально. are called Substance. Mahabhuta. Это махабута. Помните. You understand? Понимаете? So when we speak about tattva, we are Когда still мы говорим principles, о talking татвах, about это мы говорим principles о which are принципах, creating everything. которые создают все. Rise Agni, principles which is creating fire. То есть Агни это принцип, который создает огонь. Don't think about Agon, Не думайте, only fire. что об огне, что это и есть We say огонь. Ogan. Old Serbian says Ogan. В Сербии мы говорим огонь. Don't think about fire as fire. Не думайте, что огонь это огонь. Fire is in the body. То есть огонь он в теле, Fire is responsible for life. он ответственен за жизнь, Fire is responsible for movement. он ответственен за движение. Fire has two aspects. У огня два аспекта. One is light, Это свет, which is responsible for knowledge. и эта часть ответственна за знание. Another is energy. И второе это энергия. So fire is energy. То есть огонь это энергия. Everything which has energy moves. Все, что имеет энергию, движимо. Everything which is living and moves has energy. Все, что живое и двигается, в нем есть энергия. So now you understand what is Agni. Теперь вы понимаете, что такое Агни. It is huge concept. Это огромная концепция. Prithvi. Притви. Prithvi is the earth. Притви это земля. And we can easily understand. Мы All легко these можем это mountains, понять. rivers, Все эти everything, Prithvi. горы, реки, все это притви. Our body is Prithvi, Наше the тело это structure. притви, структура. So there is a lot about Prithvi Tattva. То есть много, что такое притви. Jala Tattva, Джала water. это вода. Water has transparency.
У воды есть прозрачность. And water has emotion. Вода также обладает свойством эмоций. So all about our emotions is related to Jala. Все, что касается эмоций, это Джала. And Akash. И Акаш. Akash is maybe difficult to understand, so I will explain. Может быть, Акаш достаточно тяжело понять, я объясню. Akash you will understand easily. Акаш вы легко поймете. It is the power of attraction. Это сила привлечения. It is called magnetic force. Это называется магнетическая сила. Akash is also the place I occupy. Акаш это также место, которое я занимаю. Look here, when I Смотрите. get up, То есть я встал, you don't see something, you don't see this. вы не смотрите сюда. But if I sit down, Ну вот я сел, I occupy this space. я занял это место. And you can't sit. И вы не можете сюда сесть. So you see, we can't see this space. Вы не можете видеть это пространство здесь. But we can understand that if I occupy it, you can't use it. То есть если я занял это, вы не можете это использовать. So there is some space over there. То есть там какое-то пространство есть. And that space is Akash. И вот это вот пространство это Акаш. Akash is also the power of the sky, which is uniting. То есть Акаш это сила неба, которая объединяет все. Akash is sky in Russia, sky in India, sky in Serbia, sky in America is the same. То есть Акаш это как Isn't небо it? в России, Сербии, Индии, оно везде одинаково, не так ли? So it is the Akash. Это и есть Акаш. Akash is true coming from Akarshana, attract. То есть от слова Акаршана образуется привлечение. For example, love is Akash. К примеру, любовь это Акаш. Now all the ears will suddenly, when I start talking about Все love. вдруг уши вот так вот напряглись сразу. True love is То Akash. есть истинная любовь это Акаш. What you call Shukra or Venus love. То, что вы называете шукра или What we любовь as human Венеры. beings live as a Venus love, it is Jala. То есть то, что мы называем любовью как человеческие существа, это Джала. Jala leads to attraction and sexuality, possession. Джала, она ведет к эмоциям, сексуальности и Possession. завладеванию, да. You belong to То me, есть I ты мне belong to you. принадлежишь, я тебе принадлежу. Akash is the higher level of love. А Акаш это более высокий уровень. It любви. implies respect, Это подразумевает уважение, it implies tolerance, толерантность, it implies freedom. то есть свободу. Now, and Akash is ruled by Guru И or Акаш Jupiter. управляем Гуру или Юпитером. So, which planet is truly signifying love? То есть Юпитер. какая Jupiter планета в or действительности Venus? управляет любовью, Юпитер или Венера? Now you understand why Venus is exalted in Jupiter's sign. Теперь вы понимаете, почему Венера экзальтирует в знаке The highest Юпитера. level of Venus is ruled by Jupiter. Высший уровень Венеры управляем So what is Юпитером. better to have in the seventh house То есть таким of образом, relationship, Jupiter or Venus? что лучше иметь в седьмом доме отношений Юпитер или Венера? Now you understand, when you understand tattvas, you can easily understand Jyotish. You don't have to learn by heart. You don't have to learn by heart, oh, this planet is giving this. No, you will understand why. То есть теперь вы понимаете, как хорошо, что вы знаете татвы, и теперь вам не нужно использовать просто на память что-то, вы понимаете, как это работает. Even I will give you for a good, because I'm surprised that you all know Jyotish. So Я удивлен, что вы все I'm teaching где-то all the знаете. spirituality like I'm spiritual guru, but I have to start from something. Я тут вроде типа преподаю как духовный учитель, но мне надо с чего-то начать. There are all scales of love. То есть есть измерение любви, And you see, мера, так скажем. on one scale plus and one scale То minus. есть на этой шкале вот есть плюс и минус. And Jala, emotions, Jala Tattva, Жало, эмоции, Jala, вот здесь ruled by Venus, управляем is on Венерой. the extreme plus. Экстремальный плюс такой. Extreme emotions are coming from Jala Tattva. Экстремальные эмоции, они вот приходят из этой What жало we call drama. Drama, there is a whole love drama. драма, то есть вся любовная драма, да. And extreme coldness is Vayu. И экстремальный холод это вот ваю, You understand? Vayu, element of air. то есть элемент воздуха. Air separates.
воздух он разделяет. Even in English language, they will tell you, give me some space, give me some air. То есть даже вот в английском говорят, дай мне Which пространство, дай мне means go воздух. away from me. То есть, на самом деле значит уходи. It is coming from ahamkar, from ego. То есть это вот образуется такое желание от ахамкара, эго. Air causes movement. То есть воздух, он также является причиной движения. By movement we are separating. То есть через это движение мы разделяемся. You understand? Понимаете? So, extreme hatred is coming from Vayu. То есть такое экстремальная ненависть, она вот отсюда приходит, от Ваю. And on the middle В середине is Jupiter, Akash. Юпитер, Акаш. Middle, correct То emotions. есть Correct. середина. No правильные hatred, эмоции. no too much Отсутствие attachment drama. ненависти и нет такой драмы. So what is love? Привязанности. Что такое любовь? Is the love passion and too much emotion? Любовь это вот какая-то Or страсть, is the love много эмоций. freedom Или and эмоции Akash это which is connecting us? свобода и Акаш, то, что нас соединяет. That is the question to think. Хороший вопрос подумать. So you see the tattvas, how are the tattvas interacting Как они all взаимодействуют over the universe. во всей Вселенной. The most heaviest and the densest, dense tattva, dense, you know dense. Наиболее Густо. плотная, да, наиболее плотная татва такая, It is Akash. это Акаш. That's why they say in Jyotish that Guru or Jupiter is heavy, big. Поэтому в Гуру мы говорим, что Юпитер, он такой тяжелый и большой. Then comes Prithvi. Затем Притви приходит. Then comes Jala Затем Джала. by density. You know density. Thickness, heaviness. То есть вот в этой шкале, да, плотности. Then Agni. Затем вот Агня. Then Vayu. Потом только Ваю. So, 5 tattvas are everywhere. То есть 5 татв, они везде. Please remember when Western astrologers ask me, Пожалуйста, помните, вот когда what is the major difference between, there are many, between astrology and Jyotish. То есть, когда меня западные астрологи спрашивают, а в чем, собственно, разница между астрологами и джотиш? There are many. Их много, на самом деле. But one of the различий. reason is based on concepts. Но одна из основных — это основная концепция. Because we really don't believe that planets influence us. Потому что мы в действительности не верим, что планеты, они на нас влияют. But we believe that we are related on the tattva level Но мы верим в то, что мы соотносимся на уровне татв с ними. with the whole universe around us. И со всей Вселенной вокруг нас. So planets just symbolically show То есть планеты, они символически показывают, what is happening on the level of что tattvas. происходит на уровне татв. These are the symbols. Это символы. They are like parameters to measure. Они всего лишь какие-то параметры для того, чтобы These измерять. changes on the level of tattva. Чтобы измерять эти изменения на уровне татв. And these changes are coming due to our own karmas. И эти изменения, они зависят от нашей собственной кармы. So, when they say Saturn is negative on the sky, То есть, когда они говорят «Сатурн негативный в небе», we will say there is a change in Vayu. то есть, на самом деле, это изменение Ваю, There is a change in Vayu Tattva. изменение Ваю Татвы. It is happening in the universe Это происходит во Вселенной, and it is happening in me. и также это происходит во мне. Because we are all connected. Потому что все мы связаны. Human being has a mind, body and a soul. Потому что у человеческого существа есть ум, тело и душа. And even the soul is permeated with the tattva. When I say the soul, I mean soul in bondage. И даже вот эта вот душа, она определяется этими параметрами, когда я говорю о душе, то есть это душа, которая заключена в эту клетку. Our mind has 5 То levels. есть у нашего ума 5 уровней есть, Our body has 5 levels, pancha kosha. у тела есть 5 уровней панчакоша. These are all 5 Это tattvas. все 5 татв. Jupiter has 5 levels. Planet Jupiter has pancha kosha. У Юпитера есть 5 уровней панчакоша. It is all the same. We just don't То have же eyes to самое, see. у нас только нет возможности это видеть. So do you understand Понимаете? how important it is Как, knowledge of это, tattvas? как важны эти знания татв. I told my students when they started, Я сказал своим студентам, когда мы начинали, I said, we all study.
based on the tattva and guna. All Jyotish is based on the tattva and guna. Что все, что мы изучаем, основано на гунах и татвах. Whatever you learn in the end, Что бы вы не изучили в you will конце, come to tattva and guna. вы вернетесь к татвам. After so many years, you will come to again back to the tattva and guna. После многих лет вы все равно вернетесь снова. And all the к уровню. stories mythological in Puranas, И вся мифология в Пуранах they are just symbolically portraying the tattvas and gunas. это всего лишь символическое изображение взаимодействия татв и гун. They are all just symbolically talking about the planets. Они в символах так говорят о планетах. And if you understand these stories in Purana, Если вы эти истории понимаете, you will understand Jyotish. тогда вы поймете Джьотиш. For example, in Purana we know В Пуранах мы знаем, что that Subramanya and Ganesha are two brothers. Субрамания и Ганеша это два брата. Subramanya is like deity of Mars. Субрамания это словно божество Марса. And Ganesha, we know it is deity of Ketu. Мы знаем, что это божество Кету. And they are the brothers. Они два брата. And in Jyotish we start thinking, Вот мы в Джьотише начинаем думать, oh my God, sign Vrishchika or Scorpio знак Врищика или Скорпион, has two lords. ну, два лорда, They are sharing the правителя, house. они разделяют этот дом, делят его. So they are sharing the house like brothers. Они делят этот дом как братья. And who is the father? Кто там отец? Shiva, so Surya. То есть это солнце, Сурья. And then we know that there is a story when Ganesha fought with Shiva. И мы знаем, что есть история, когда Ганеш сражался с Шивой. Mother was, Parvati was in a bathroom Да, что Парвати там принимала ванны, and Shiva came to the и bathroom Шива пришел вот, повидать его в этих ваннах. and Ganesha was guarding bathroom А Ганеша в тот момент защищал ее. and Shiva was thinking what on earth is he doing? И Шива подумал, что он тут делает. And Ganesha started fighting Shiva Ганеша начал с ним сражаться, and Shiva cut his head. и Шива отрубил ему голову. And then mother was very angry. Мать разозлилась очень. She went and saw Airavata, Она пошла, elephant of Indra. да, и она пошла, увидела Айравату, слона Индры, She took his head взяла его голову and put it on the sun. и That is поместила one of ее the story. на тело сына. Это одна And that's why из Ganesha версий has истории. elephant's head. И поэтому у Ганеша вот голова слона. And people listen to this story И люди вот and слушают think, эту oh, it's a историю. nice story. Вот думают, какая прекрасная история. For Jyotish, for us, totally different meaning. Для Джьотиша это совершенно другое We know значение. Ganesha is Ketu. Мы знаем, что Ганеша это Кету. So Ketu will fight Surya. То есть Кету будет сражаться с Сурьей. So when you have Ketu and Surya То conjunction, есть, если у вас есть соединение Кету-Сурья, Ketu, what is happening? что случится? It is the son of the Shiva. Это сын Шивы. So Ketu loves Surya. То есть Кету Кету loves любит Surya. на самом деле Сурью. He loves Surya. Он любит его. But Surya will smash Ketu. Но Сурья разрушит Кету. So we know Ketu is good for Surya. When you see Ketu Surya and Ketu, хорошо never для think Surya. that Ketu is bad for То Surya. есть никогда не думайте, что Кету это плохо для Сурьи. But Но Surya will Сурья demolish Ketu. разрушит. And then what do we know? Ketu is son, Ganesha. Ну что еще мы знаем, что да, Кету So это Ketu сын. is always trying to protect moon. То есть Кету всегда пытается защитить When you have Chandra Ketu conjunction in a male chart, соединение Чандра Кету в мужской always, карте. man is always trying to protect the mother. То есть мужчина этот всегда будет We know защищать this from мать. the story. Мы знаем это из истории. So you will never forget. You don't have to learn by heart. Вам не нужно это как-то It is so на strange, память запоминать. Не странно ли, да? So many stories like this. Очень много историй таких. So many stories where you really То understand есть, когда вы в how действительности the grahas понимаете, are just showing the play of guna and то tattvas. есть грахи, они всего лишь показывают игру гун и татв. So did you understand the importance of guna? Понимаете It is важность, so important to understand насколько gunas это and важно tattvas. понять гун и татва. Okay? Now prepare to think. Сейчас приготовьтесь подумать. There is something in Shiva Purana. Have you heard of Shiva Purana? Слышали что-нибудь о Шива Пуране? Там есть что-то такое. There are 18 Puranas. Разные Пураны есть. 8.
Our tradition Наша традиция, values Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam and Shiva Purana highest. Шримад Бхагават и Шива Пурана самые ценные. There are some portions of Shiva Purana which are not translated. Есть некоторые части Шива Пураны, которые не переведены. You need a good translation. Recently they did. Some were not translated. Вам нужен хороший переводчик. Also Bhagavad Они Purana. недавно это сделали. Точно так же Бхагават Пурана. So, in Shiva Purana it is stated То есть в Шива Пуране сказано, that all beings все живые living существа, on the earth, живущие на земле, Shiva Purana says they are not all human. они не все люди, They are not all Manushya. они не все манушья. They look like human, Да, они выглядят как люди, but they are not all Manushya. Please don't think I'm talking about some манушья. lizard theories which I heard recently. Не думайте, что я говорю о каких-то там You know, I heard some theories теории that lizards are in the form of human да, body. что они принимают там No, форму I'll людей, я explain. не об этом говорю. Нет, я сейчас This is объясню. Zoran came and talked about lizards. Не говори, что там Заран приехал и рассказал про теорию No. рептилоидов. Нет, Shiva Purana is referring to the soul. Шива Пурана ссылается на душу. We all have a human body, Да, у нас у всех есть but тело our souls человеческое, are not having human energy. но наши души не все имеют энергию. Shiva Purana says that some Человека. souls came from up. То есть некоторые души, они вот пришли отсюда, сверху. You understand? Some souls came from То here, есть некоторые души пришли from отсюда. Dhyana Loka, Tapar Loka, Гьяна, Maha Тапар, Loka, Satya Loka. Сатья Лока. So it means some souls are coming with the divine experience. То есть это значит, что некоторые души пришли вот с таким божественным Some опытом. people are more divine than others. Некоторые люди, они более божественные, That's what нежели Shiva другие. Purana says. Это вот о чем говорит Шива Пурана. Some souls came from the lower worlds, Некоторые души пришли вот из нижних миров, from Tavas. то есть из тал. They have certain У qualities. них есть определенные качества там. Some soul came from Narcas. А некоторые вот пришли даже It из doesn't нарко. mean bad and good. Это Bad не and, значит плохо или хорошо. bad and good are concept of human mind. То есть плохо и хорошо это концепция We ума consider людей. what is making me happy is good. Мы рассматриваем то, что делает мне хорошо, What is making me sad is bad. то, что делает меня счастливым, это хорошо, то, These что are делает concepts of human mind. меня несчастным, это плохо. Это концепция человеческого ума. And only some small, very small portion of the souls on earth И некоторые вот маленькая часть душ на земле have directly come from the earth. прямиком снова сюда приходят. That С means земли. in the previous life they were in the earth, so they directly incarnated in the earth. Жили как люди на земле, и снова они реинкарнируют на это же место. So this is very crowded place, То есть достаточно такое столпотворение. like a big crossroad. То есть такая магистраль большая. From all the places То есть coming из разных souls. мест души приходят. And Shiva Purana and other Puranas and other Upanishads, И в They are других saying- Панишатах и Шива-Пуране тоже. how to know these beings, Как понять, how узнать, to know what is the quality of our soul. как узнать качество души. This is also related to Jyotish. Это также соотносится с Джьотишем. We go to certain Upanishads То есть мы смотрим определенные Панишады, where Brahma где Брахма, when he created the whole world, где Брахма whole creation, when Brahma created everything, создает Yeah. все творение вот здесь вот. he said, Он сказал, people look around and they said, okay, Father, you created us. So what are we gonna do? люди как так осмотрелись, смотрели на него и сказали, Отец, Not you, ты- all the beings. все живые существа. И сказали, хорошо, Отец, ты создал нас, что нам следует делать? And Brahma looked at them and he said, da, da, da. И Брахма посмотрел на них и сказал, да, да, да. He said 3 da. 3 да, сказал он. And he said, did you understand? Он спросил, вы поняли? Then, yes, beings understood. И да, вот, существа эти поняли. They say, yes, Father, we understood. Да, Отец, мы поняли, сказали они. Human beings said, yeah, da, Люди сказали, да, dama, Дама, dana, and daya. Дана и Дая.
It means Это значит dana дана for human beings. для людей. Father advice for human beings. Dana. Отец советует для людей. Дана. Be giving. Giving. Давайте, Be giving. даруйте. Learn to give. Учитесь даровать, давать. Because human beings are greedy. Потому что люди в целом жадные. So the Creator advised to human beings to learn to give. Творец посоветовал людям давать. So all these beings who are on this loka, who are very greedy, running after money, they are real manushya. They are real human beings. То есть все живые существа, люди, которые живут вот на нашей локе, земле, которые жадные и преследуют наживу денег, вот это на самом деле настоящие манушья. They have come directly from the earth. То есть они прямиком сюда пришли снова. That is what Shiva Purana wanted to say. Это вот о чем Шива Пурана хотел сказать. Daya Дая was advice for demonical beings, asuras. Дая — это тот совет, который адресован демонам асурам. It means that yes, there are people among us who are behaving in a demonical есть way. такие люди, которые так себе демонично ведут. Вы согласны? Daya means be merciful. Дая Have значит mercy. будь сострадателен. Because demonical beings have a lot of cruelty. They have no mercy. То есть они очень жестокие такие демонические существа. So when you see people like this having a lot of cruelty, no mercy, людей таких, они очень жестокие, отсутствие сострадания полностью. they have come from the lower worlds. То есть они приходят сюда из нижних миров. And dana, dama, И дама. dama means self-control. И дама значит самоконтроль. That was the advice for divine, for devas. И это вот совет для божеств, девов. Because devas like to enjoy. Потому что девы любят наслаждаться. So if you see nice people, good Если people, вот видите такие хорошие люди, who like to приятные, enjoy a которым little bit нравится more, наслаждаться немного больше, who like to чем spend time with friends, nice dinners, share. нравится проводить время с друзьями, там обед какой-то These are people приятный. who came from higher Это levels. вот люди, они These are the с souls. высших уровней сюда приходят. For them, Creator said, learn how to self-control. Для них Творец сказал, научитесь себя контролировать. So you see what was Shiva Purana trying to tell То us. есть видите, что Шива Пурана Now when хочет you look сказать. somebody, То есть you may сейчас, get an idea. Когда What вы is the будете soul смотреть, inside? когда вы будете смотреть на людей, окружающих вас, у вас будет теперь идея, что вы там внутри, So какая if you душа. by calculation came to something, if you came by calculation that you have come from demonical То world, есть, если вы там через какие-то калькуляции, исчисления пришли к тому, что, допустим, and вы you are not cruel, из мира асуров, демонов пришли, you're not cruel, но that вы means your не calculation is жестокие, wrong. это говорит о том, что что-то у вас там не то с калькуляцией вашей. Because it is Shiva Purana saying so. Потому что так говорит Шива Пурана. Okay. Why are we doing the sadhana? Почему мы делаем садану? Parashara said, I will repeat it, that with this knowledge, Парашара сказал, повторю еще раз, что с этими знаниями Brahmana will cross this. Брамана превосходит вот это. So our aim is to have knowledge to cross this, Наша цель это вот переступить вот через это. to develop consciousness which will go Развить beyond, сознание, which will go beyond all the material and spiritual преодолеть, worlds. выйти за пределы. And have you heard of Adi Shankara? Слышали что-нибудь о Ади Шанкаре? Shankaracharya. Шанкарачаре. Shankaracharya first. Шанкарачаре. Nobody heard that. Не слышал. Some heard that. Кто-то слышал. They said that he was, as 4 years old, he knew to recite the Veda. О нем говорили, что даже в 4 года он At the age рецитировал. of 20 something, he finished Веды. commentary on all the То есть к scriptures. 12 годам он закончил изучение всех комментариев, всех писаний. There was no scholar who could beat him. Не было никого более They said таких he ученых, was которые могли его как-то special incarnation.
компетентны с ним, то есть о нем говорили, что Not это a jiva. определенная специальная Not regular инкарнация. jiva То есть atma это coming. необычная какая-то джива-атма, которая сюда пришла. They say he was incarnation of Shiva, Amsha Avatar. It is called Amsha Амша Avatar. аватар это называется, это как Incarnation инкарнация of Shiva. Шивы. He discussed all the topics. Он обсуждал все темы, He discussed all Vedangas. все веданги. He never mentioned Jyotish. Никогда не упоминал Джотиш. When they asked him, why didn't you discuss Jyotish? Когда они его спросили, а почему ты не обсуждаешь He Джотиш? said Jyotish is so high Vedanga. Он сказал, что Джотиш настолько высокий It would take me веданга. one lifetime to discuss it. Он сказал, что это займет у меня целую жизнь, чтобы об этом говорить. Now, do you understand? Сейчас вы When I say понимаете, Jyotish что Джотиш, and when we когда say говорят astrology. Джотиш, и когда мы говорим астрология, So you have to decide what are you going to study. и вы должны решить, что вы Are you going собираетесь to study изучать. astrology? Хотите изучать And you can астрологию? become perfect in that. Да, вы можете быть совершенно в этом. Or are you going to study Jyotish? Или вы собираетесь изучать Джотиш. If you want to study Jyotish, Если вы хотите изучать Джотиш, you have to study it in Parampara. вам необходимо изучать ее в парампаре. You can't reach that level without the gurus. В отсутствии гуру вы не можете достичь I'm этого. not inventing that. Уровня. I have so many Я friends не who are изобрел trying это. to reach on their У меня own. много друзей, которые пытались это сделать, But it is not going. но не достигали они этого. Even in the Varaha Mihira school from the 6th century, И даже в школе Варахамихири 6 века Iti Prituyasas Притиясус wrote in his book, написал в своей книге: this and this calculation you have to study with guru. вот эти исчисления вам необходимо изучать с гуру. So it was obvious even in the 6th Это century, было очевидно даже в 6 веке. whatever they were studying, Что-либо они не they were изучали, studying with они gurus. всегда изучали с гуру. Huge bulk of knowledge is hidden with the guru. Огромное количество All знаний these spiritual things are never спрятано explained in the в books. передаче с гуру, то есть они не объясняются в So книгах. that's why we study with gurus. Поэтому вот мы изучаем с And гуру. I will talk a lot about what is guru. Я много поговорю, что такое гуру. If Поговорю you об этом. think that guru is this body, Если вы думаете, что гуру это вот You are это wrong. тело, то вы ошибаетесь. and I will explain you, I will teach you the method, Я объясню, научу вас методу, how to take any book как взять любую книгу and get the blessing of guru to know it. и получить благословение, чтобы знать ее. Isn't it nice, huh? Не прекрасно ли это? Okay. We can go. Okay, so what is how Jyotish does sadhana? What is the necessary? В чем необходимость, как Джотиша выполняет садхану? We have two methods. У нас два метода есть. One method is to have your own Diksha Guru. Один метод это иметь своего личного дикша-гуру. Do you know what is Diksha Guru? Вы знаете, что такое дикша-гуру? Diksha Guru is spiritual Guru. Дикша-гуру это духовный учитель. I'm not spiritual Guru. Я не духовный учитель. Spiritual Guru has to give you some method Духовный учитель должен дать вам определенный to метод, fully take you directly то there. есть полностью, чтобы вас вот доставить сюда. You don't have to have any knowledge. У вас нет необходимости иметь By какие-то his знания. strength, he will take you there. Через наличие его силы он поможет вам туда добраться. Spiritual Guru will take 1/6 of your То karmas. есть духовный учитель забирает у вас 1/60 He will вашей take 1/6 of your sins, одну шестую ваших грехов заберет. and he will take you there. И он вас тут туда You переправит. don't need any knowledge. У вас нет необходимости иметь какие-то знания. You can be very simple person. Вы можете быть очень таким простым человеком. By the strength of the Guru, Через силу гуру and he will take you there. он вас туда вот доставит. And keep in mind, I will explain what is Guru. И помянуйте, я объясню, что такое гуру. It is not the body. Это не тело. Guru is Shiva. Гуру это Шива. Guru is power of the brain. Гуру это мощь, сила ума. Guru is power of the knowledge. Это сила знаний. Guru is eternal. Гуру
Eternal. Вечер. Вечное. Guru is вечер, yeah, вечер. Guru is it cannot die. Knowledge cannot die. Знания не могут умереть. Гуру не может умереть. It is immortal, completely immortal. Это бесконечность, полная And it бесконечность. is not in the body. Бессмертие. Да. Bessmert, yes. So, this is one method. Это один из методов. So let us say Давайте скажем, you are in ISKCON что, допустим, вы в Исконе, and you follow blindly Prabhupada. и вы слепо следуете Прабхупаде. He is your guru. Он ваш гуру. You can do that. Вы можете And if you следовать. study Jyotish and follow your guru, enough. Если вы следуете за ним и изучаете Jyotish, это Somebody is достаточно. studying with Swami Vivekananda in Ramakrishna mission. Кто-то следует за с вами Виканандой в Рамакришна Мишин. Then Миссия. you follow him. Вот вы and следуете study за ним Jyotish. и изучаете Jyotish. Somebody is with Maharishi Mahesh Yogi with him. Кто-то вот за Махаришем. You Махариш йогой meditate, follow следует. Jyotish. Медитируйте, You understand? изучайте Jyotish. Enough. Этого достаточно. What happens? Что Not случится? everybody has a, we consider it a great blessing and good luck to have a guru. Мы рассматриваем, что иметь гуру – это большое благословение и удача. What happens if a person doesn't have a guru? Что случится, если у человека нет гуру? How come we are ordinary? Let us say we are ordinary human beings. Давайте скажем, вот такие обычные живые существа. And we want to study Jyotish. We are interested in knowledge. И мы хотим изучать Jyotish, мы заинтересованы в знаниях. Then, Jyotish tradition has a lot of methods То есть в традиционном Jyotish есть много методов to lift you up. поднять вас. Jyotish is so beautiful Jyotish настолько прекрасен, that we can start our journey as ordinary human being. настолько прекрасен, что мы можем начать как обычные живые существа And end up our journey as a very high level of spiritual being. и закончить наше путешествие как очень высокодуховные живые существа. So, if we don't have a guru, То есть если у нас гуру нету, every Jyotish is first taught one sadhana. каждого Jyotish обучают одной садхане. And I will teach you that sadhana. И я научу вас сегодня вот этой садхане. And I have chosen Sunday for that. И я выбрал воскресенье You для will see, этого. you will understand why. Вы поймете почему. Then, this is the first sadhana to awaken the soul. Это первая садхана для пробуждения души. Once we awaken the То soul, есть единожды пробудив ее, and please be patient, don't kill me for what I'm going to tell you. пожалуйста, будьте терпеливы, не убивайте меня из-за того, что я I вам will скажу. quote my Jyotish guru. Я Long time ссылаться back he told me, today на he's своего гуру more politically correct, Сегодня he's sweet. более политкорректный, но Today Sanjay Raj is sweet. раньше он мне сказал, сейчас He он met правда so many people, сладкий, he will be такой, sweet. достаточно, да, But when I политкорректный. met him, he used to tell me something which No. our Western ears are not supposed to Но hear. когда я его встретил, он мне сказал кое-что, что наши западные уши не предполагают услышать. He said Он сказал, that 12 years, 12 лет, 12 rounds of Guru, of Jupiter, то есть 12 обращений гуру you Юпитера, have to serve the Guru, ты должен служить гуру, to be candidate for the knowledge. чтобы стать кандидатом, получить эти знания. Just to be candidate. Чтобы просто быть кандидатом. And we cannot understand. For Western it is Для difficult. Запада это тяжело, мы не можем понять. For us it is difficult to Для understand. нас это тяжело понять. I remember my friends, some of my friends Yep. went to go to learn Sanskrit. Я помню своих друзей, они поехали изучать санскрит. And they went to the Varanasi, to the most Приехали в Варанаси greatest Guru, old к Pandits. самому такому You know, old traditional. великому гуру, бандиту, традиционному такому. And he doesn't know the other way. He knows only one way to teach. И у него он не знал никаких других методов, как обучать, но только вот And my friend was этот метод sleeping. был. At 4 o'clock he came И в 4 and took a часа он пришел stick and just hit him. и ударил его. And he was so shocked. His father never hit him. Он был настолько шокирован, что его даже отец никогда не бил. And he said, "What are you doing? Он спросил, что You ты should be делаешь. already awakened up." Гуру спросил, что ты And he сделал, что opened eyes, he again hit him. уже должен был проснуться. И он открыл глаза, и он еще раз его Of ударил. course, he ran away. И, естественно, конечно, он убежал от этого гуру. You see, this is
this is way. If we want to accept the knowledge, Это вот способ, если вы we have хотите to accept the guru. принять знания, то вы должны принять и гуру. So, today I want to tell you that gurus are much more flexible. Сегодня я хочу вам сказать, что гуру более такой пластичен, гибок, And nobody is putting too much conditions. и никто каких-то много условий не ставит. But as a future astrologist, you should understand why 12 years. Но как будущий астролог вы должны понимать, почему 12 лет. Because guru has to move each sign 1 year. Потому Jupiter. что гуру должен пройти каждый знак And to bless you with that knowledge. и благословить вас с этим знанием. And it is not that guru doesn't want to give you knowledge for 12 years. И это не значит, что гуру не хочет дать вам It 12 лет эти means that we знания. are not ready. Это значит, что мы не готовы. That it needs 12 years for us Это необходимость для нас 12 лет. to naturally mature. То есть естественно Naturally созреть. mature. We may know everything, we may just Мы можем repeat and ничего know everything intellectually. не знать в плане интеллектуальном, But to digest. но чтобы переварить это. And this is a great promise. И это Don't think, oh my великое- God, 12 years. великое обещание, не думать, что 12 лет это Because много. if Adi Shankara said, Если один Шанкара I need сказал, whole life to discuss Jyotish. чтобы поговорить на тему Джьотиша, If you want to study Jyotish and learn it for one life, то есть если вы хотите изучать Джьотиш за одну жизнь, it is a great blessing. это великое благословение. Because it guarantees that you will go up. Почему? Потому что это гарантирует, что вы подниметесь до этого People уровня. confuse Jyotish and astrology. Потому что многие люди заблуждаются, что Джьотиш это есть астрология. They think, oh, I need few years to learn Они it. думают, вот мне надо всего True, несколько лет, чтобы true. это выучить. Да, This да, level, astrological rules, yes. вот этот вот уровень правил I can астрологии, teach you да. for 1 year very quickly so many rules. Я могу за один год научить очень много But to многим understand правилам. deeply the essence, Но чтобы глубоко понять суть for you to, for us, for Для- also для me, you, себя. everybody, для каждого, to change and to mature and spiritually grow, измениться, созреть и духовно we вырасти, need 12 years, нам необходимо 12 лет generally. основном. Some people, as per their own karmas, may take Некоторым- more, may take less. Некоторым людям в соответствии с их уже непосредственно кармой необходимо больше или меньше. So don't think I'm too old for this. То есть не думайте, что я там слишком стар для этого. Okay? Хорошо? So, what then we do? Что мы можем After the first sadhana, which I'm going to teach первой today, садханы, которую я хочу вам рассказать, we study mantra shastra intensively. мы изучаем мантра-шастру очень интенсивно. And I will explain you why. Я объясню вам почему. It is like at the same time doctor is studying medical science and pharmacy. То есть это равносильно, как доктор изучает медицину и фармацевтику. Wouldn't that be Одновременно. great? Imagine a doctor who knows both in the tip of the finger. Представляете, насколько это хорошо, когда доктор знает и то, и другое буквально на кончиках своих пальцев. And while studying mantra shastra, И while в течение изучения мантра-шастры we do pancha devata sadhana. мы делаем панчадевата садхану, исполняем. Every serious Jyotisha, without if you have Diksha Guru, no need. Если у вас есть дикша-гуру, то необходимости в этом нет. If you don't have Guru, Если you have to нет, do то Pancha Devata вам sadhana. необходимо панчадевата садхану 1 year делать. each sadhana. Каждый год, каждый... Pancha means 5. Панча значит 5. What is, again, does it ring a bell? Tattva. Какой-то колокольчик We are звонит cleansing the в голове. Tattva karmas. Sorry. Что значит 5, да? То есть мы очищаем каждый год каждую татву. We are cleansing the Tattva То karmas. есть карму татв очищаем. First year people do Ganesha То sadhana. есть первый год люди делают Ганеша садхану. Then they do Durga sadhana. Затем они Дурга садхану делают. Then they do Surya sadhana. Затем Сурья садхану. Then they do Vishnu sadhana. Затем Вишну садхану. And then they do Shiva sadhana. Потом Шива садхану. Each sadhana Каждая садхана. has a role to clean the tattva У каждой садханы есть цель очистить татву. and to raise our awareness and knowledge on the level of tattva.
и увеличить нашу осознанность, знание, чтобы достичь уровня тат. What does it mean? Что это Where is значит? Panchadevata Sadhana? Где Panchadevata Sadhana is находится? telling you, from here, go there. То есть Панчадевата Садхана говорит, вот отсюда приди сюда. There is no guru to pull you up. То есть тут нету гуру, который тебя вытащит. You have to go up. То есть ты сам должен You have to struggle and pull идти, yourself up. страдать и самостоятельно достичь этого. By doing these sadhanas, Делая эту садхану, you are moving up, you are cleaning вы your karmas, поднимаетесь, очищаете свою карму, and you are getting the knowledge и вы получаете знания of spiritual worlds. духовного мира, духовных миров. Do you understand? Понимаете? So, if you don't have gurus, То есть если у вас гуру нету, first I will teach you awakening sadhana. я вас научу сначала вот садхану We do пробуждения. awakening, we wake up. То есть мы пробуждаемся. Because there are always two steps in spirituality. Всегда Always. есть два шага в духовности. One is to know myself. А первый шаг это себя постичь. I have to know my soul. Я должен знать, I понять have to свою become душу. aware that I am a soul. Я должен осознать, что я есть душа. And that is the first step. И это первый шаг. The second step, Второй шаг. I suddenly become aware, oh, my soul is a part of the big soul. В какой-то внезапный момент я должен понять, что моя душа это часть какой-то большей души. So I have to become aware of that soul, of Я God. должен осознать, что есть большая душа. That Бога. is why По этой причине in all spiritual teachings they are using two terms. во всех духовных учениях они используют два определения. One is self-realization, Условия. Одно это Познание. самореализация, samorealizacija, and another is God realization. и вторая это вот реализация Бога. You will not find any spiritual teaching which is not saying one of these two. Вы не найдете никакого духовного учения, которое не говорит об этом. Is that Можно закрыть? 5 minutes, yeah. in 5 minutes? Okay. Can we go next? This is what we were talking yesterday. I think we can go to, Это мы о чем говорили вчера. yes? Next? Oh, this is very interesting. Это очень интересно. Okay, I hope to be short. I will try to be short on this. Я постараюсь коротко поговорить. I will teach you why it's important to understand spirituality. Я объясню To have a direct experience. почему важно быть духовным, чтобы получить этот опыт. Do you know the term jnana and karma indriya? Знаете такое определение карма, яна, индрия? We all have 5 У нас senses всех есть 5 чувств and we have 5 organs и 5 органов чувств, through which these senses function. через которые эти чувства функционируют. Mind functions through 5 То senses. есть ум функционирует через 5 чувств. We can, whatever we experience outer, we are Все, что мы- experiencing through 5 Все, senses. что мы испытываем, переживаем снаружи, мы испытываем через эти 5 чувств. There is no way that we can experience something without 5 То senses. есть нету никакого другого образа, что мы можем что-то испытать не через эти We can чувства. either see something, Мы не можем увидеть, we can hear something, либо услышать, we can smell something, унюхать, понюхать, correct? We can taste something, попробовать or we can touch it. или дотронуться. This is the way how our mind gathers information about the Это world. вот таким вот образом наш ум получает информацию о мире. Correct? Правильно? So, and they said, God is behind. И вот они говорят, что Бог за пределами этого. God is beyond my touch. За пределами моего God is beyond my smell. за пределами моего God is beyond my eyesight, обоняния, глаз, beyond my зрения. hearing. So, what I'm gonna do? Что я собираюсь делать? How can I ever know where is God? Как вообще могу что-то понять, что такое Бог тогда? You see, with limited senses, we are totally doomed. То есть с ограниченными вот этими вот чувствами мы полностью обречены. Completely. In the middle century, То есть в средние века
people were put on fire for claiming that the earth is round. Людей даже вот помещали на костер за то, что они говорили, что Земля круглая. Because everybody believed the senses. Все только доверяли чувствам. They believed that the earth is some sort of flat surface. Верили, что Земля это какая-то такая And плоская some big поверхность. mountains and then this scale falling down. Да, какие-то горы, потом такой обрыв. I heard recently some people still believe in that. Я даже недавно Yes, слышал, yes. есть люди, которые верят в это. Yes, yes. Okay, going back. Retrograding. Yeah, То есть они retrograding. Big group from that time Ретрограция reincarnated находится. now. Yes, 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 yes. So, do you understand? Понимаете? Our senses are totally doomed. То есть наши So, what did seers from India do? вот. Seers. Что мудрецы в Индии делали? I shouldn't use even the word India. Я даже не следует использовать India is a слово Western Индия. term from coming from Max Muller and Western ideologists. То есть Индия это тот термин, который пришел от Макса Миллера и западных Who located the soil by the river Ind. То есть они как бы эту область определили через локацию, Vedic связанную с term for рекой India Инд. was Bharata. То есть в древние времена это место называли Бхарата. And you will be surprised to hear И вы будете удивлены услышать это. that Bharata means land from the sea to the mountain. И Бхарата это значит земля, которая расположена от гор до моря. It never defined exactly the territory. То есть в действительности не было какого-то определения точной территории, где это. So it was maybe more than India, Может быть, это даже было больше, чем Индия сейчас. correct? Не так? And many people lived in Bharata. That's how India was described. И много людей жили в этой Бхарате, как They это didn't записано follow в Индии. religion. Они даже не следовали религии. They were following Sanatana Dharma. Они следовали Санатана Дхарме. So you see, completely different definition of Видите, India. полностью другое определение Индии. Because Jyotish and Vedic knowledge was there before the India. То есть Джьотиша, ведические знания были до того, как вот So I Индия. don't even like the term Indian astrology. То есть мне даже не нравится определение That's why we say Vedic. индийская We астрология. can say Vedic Поэтому or называем Jyotish. ведическая или Джьотиш. So, and Bharata is the other name of the Saraswati, И Бхарат это другое имя для Сарасвати, the Mother Divine, Божественной Матери, who knows the sounds. которая знает звук. And people living there, И люди, которые там they were живут, thinking, они думали, they realized that our senses are limited. они осознали, что наши чувства, они ограничены. So they were thinking how to transcend the И senses. они думали, как выйти за пределы этих чувств. And they tried. Они пытались, They closed the eyes. закрывали глаза. You see, human mind is brilliant. Видите, человеческий ум, он такой. We have the most Превосходный. powerful mind in this creature, То есть наш, among the all creatures in this creation. наш ум наиболее мощный, сильный среди всех живых существ. Because we are the rulers of the world. Потому что мы управители этого мира. We don't have the strongest body. То есть у нас не самое сильное тело. Any animal, tiger, elephant will Любое crush us. животное, тигр может нас разрушить. But we have the stronger mind, so we are ruling them. We put them Но у in нас cage. самый сильный ум. Мы им управляем и помещаем в клетке. They didn't put us in cage. Не они нас в клетку помещают. So human mind is blessed by Jupiter, То есть supreme intelligence of человеческий God, ум благословлен Юпитером. supreme Приво- intelligence of the Guru. Превосходный гуру интеллекта. So if we put our mind outside, То есть если мы наш ум направим наружу, you see what we created. Have you seen the technology today? вы видели, что мы сейчас создаем какие технологии? Even TV and this, it is completely Даже crazy. TV, все вот это вот. Это We всё are laughing. сумасшедшее, мы смеемся. We are laughing at some primitive, you know, Africans who were, when they saw TV box, they were looking, where is the man Примитивными outside? африканцами там смотрят телевизор, заглядывают назад. But Где it там? is true. Ну это действительно так. Have you seen how it is wonderful? Как это прекрасно. Видели? Such a technology. То есть такие вот технологии. Even the medicine today, have you read something? They are also testing something against cancer. Cancer, they almost find the medicine. То есть даже вот в плане медицины, даже сейчас уже что-то там So нашли human brain is so для powerful. лечения рака. То есть настолько мощный ум
человека. So they decided, Bharata people decided to put human brain inside. И люди вот в этой области Бхарата решили поместить свой ум внутрь. So they investigated what is inside. Они исследовали, расследовали, что там внутри. Like our civilization, which is so advanced because we everything put Как outside. наша цивилизация настолько вот превосходна, мы все наружу направляем наше внимание. Our attention is totally outside. Полностью наше внимание снаружи. So that's why we are inside not very nice, huh? Поэтому внутри мы не настолько We are not прекрасны, developed. то есть мы не развиты. But Bharata people put everything inside. Но люди Бхарата, они все внимание внутрь направляли. So what did they do? Что они They делали? explored the methods in their meditations. То есть они обнаружили методы в своих They медитациях. understood this level, tattvas, Они everything. поняли вот эти вот все уровни тат, все вот это. So they tried Они to пробовали develop various techniques, развить различные, развить how to определенные go техники, beyond the как senses, выйти за пределы чувств, how to transcend the senses and reach the source, how to reach the превзойти, source. как превзойти эти чувства и достичь источника. It is like the ocean. Это словно океан. You see, when we go down to the ocean, То есть, видите, когда вы погружаетесь в океан, which is the source, что есть источник. we don't see the bubbles. То есть мы там пузырьков-то не видим, There is no kinetic energy. там кинестетической энергии нет. But the first impulse bubble which comes from the ocean Но первый импульс этого пузырька, который идет and со going дна up and океана, up and up and он we can see поднимается, it. поднимается, мы видим это. But we can't observe the bottom. Ну, то есть, а внизу мы его не видим, Do you на самом understand? дне. Like Понимаете? our senses, Как и наши чувства. we can perceive their То existence. есть мы чувствуем, да, и тем самым понимаем, что они We есть. know what they do. То есть мы понимаем, что они делают, эти чувства, как они We работают. can't get a source. Но источника мы не можем обнаружить. Think about thoughts. Подумайте о мыслях своих. How many thoughts come to our mind? Как много мыслей в наш ум приходит. Can you stop thinking? Можете ли вы остановить свое мышление? I can guarantee that none of us cannot stop thinking for 2 seconds. Я могу гарантировать, что никто из нас даже на 2 секунды Try не it, может. you will see I'm right. Попробуйте, вы увидите, что я прав. Just try to force yourself thinking. Попробуйте Not заставить possible. себя, чтобы так произошло. Невозможно. If we are thinking for so many thoughts, for so many years, for so many whole life, То есть, если мы мыслим, столько много у нас мыслей, столько много лет в tell течение me where жизни, is the source of thoughts? где там источник этих мыслей? How big it is when it is producing so many thoughts? Насколько он велик, что он производит такое количество мыслей? Can we perceive it? Мы можем его почувствовать, достичь? Нет. Try it. No, not possible. Невозможно. Close your eyes. Закройте глаза. Try to be without Попробуйте thoughts. Not быть, possible. When you находиться go без home, try мысли. it. You will see it. Домой отправляйтесь, попробуйте, невозможно. Try it. Not possible. Попробуйте, невозможно. Even if the thought comes, it will be the thought, oh, I did it. Даже если мысль появится, It is still это the будет thoughts. мысль, о, у меня получилось, это все еще мысль. The state where there is no thought, no Well, thinking, not possible. Положение, где нету мыслей, So you see the невозможно. limitations of our senses and our mind. Вот просто. Do you see the limitation То есть of видите our senses? ограничения, да, наших чувств, нашего ума. So they tried to transcend it. То есть они вот пытались They tried превзойти to это, catch the source. поймать этот источник. They tried impossible. То есть они пытались то, что невозможно. To catch the source of thinking. Поймать этот источник To catch the мышления, source of breathing. источник обоняния, To catch the source то есть of all the всех senses. чувств, источник всех чувств поймать. And they developed various methods. И они изобрели, развили различные методы. And we can, with this knowledge, we can understand what they are doing. И с этими знаниями мы можем постичь, что они делали. Now, come back to tattva. Сейчас вернемся к татвам. You can now write down the tattvas from the totally different levels. Сейчас мы запишем порядок, совершенно основываясь на другом уровне. Like the second scheme of the То есть tattva. второй вариант, вторая схема порядка татв. First lowest level is Prithvi or earth, Самый earth element. низкий уровень — это притви, земля.
Second is Jala, Второй это джала, or watery element. или элемент воды. Third is Agni, or fiery element. Третий это агни, огонь, элемент огня. Fourth is Vayu, Четвертый вайф, or air element. или элемент воздуха. And highest is Akash, И наивысший это акаш, or element of space. элемент пространства. Can we call it ether? Ether, yes, Или эфир. it is ether. You can also call it sound. Или можно назвать это I звук. can call it. Yeah. So, okay, Prithvi is the most manifested and roughest То есть sense. Притви это Roughest. такое чувство наиболее манифестирующее и грубое. It is very grubo, grubo, like this chair. Словно Okay. этот стул. This body is Prithvi. Это вот тело, оно Притви. Try to transcend it. Попробуйте выйти за пределы этого. I'll show you what they were doing. Я вам покажу, что они делают. Put your hand here Так, руку расположите, right. просто попробуйте. and just think about your hand. И подумайте о своей руке. Just think, Просто no подумайте. concentration. Никакой концентрации. When you start thinking about your hand, just attention automatically goes. То есть вы начинаете думать о своей руке, внимание туда Do you feel the автоматически hand переходит. breathing? То есть чувствуете, рука там дышит. Breathing. You know the breathing. It is, you feel your hand, you feel energy in your hand. То есть какую-то энергию там чувствуете в своей руке. Don't suppress your brain, don't То push. есть не надо там It is особо напрягаться. или что-то, это Automatically. всё The автоматически moment you происходит. think, То есть просто вы подумали об you этом, will feel energy and и heat. вы там же чувствуете какую-то энергию, тепло. True, everybody Это will feel. естественно. Каждый почувствует. Do you feel everybody? Чувствуете все? Just think. Просто подумайте. Think means, where is my hand? То есть подумайте, значит, где моя рука. То есть автоматически вы туда Yoga Nidra. Йога Have you нидра. tried Yoga Nidra? Пробовали йога нидра? Lie down, put this is Ляжь, там, automatic попробуй shifting вот это, attention. да, внимание свое So перемещать. you see, we can do it with our body. То есть Now мы think не можем about, это делать без тела. try to think about my hand. Теперь попробуйте подумать о моей руке. What is going on? Что происходит? Что произошло? Try to think about your hand. А теперь попробуйте о своей руке подумать. You will immediately see heat, you will feel your hand. Тут же вы почувствуете тепло, But you can't feel my но hand. мою руку не почувствуете. Now do you understand what is the limit of the physical То body? есть вы понимаете, в чем ограничение Can you физического think тела? of the chair? Можете подумать о стуле. Not possible. Невозможно. Take your telephone, keep it here in front of your nose. Перед носом поставьте. Try to put attention there. Попробуйте внимание Not сюда possible. направить. Невозможно. Can we transcend Prithvi То Tattva? есть можем ли мы выйти за пределы вот этой притвитатвы? Can we see God in Prithvi Tattva? Увидеть Бога в притвитатве можем? Not possible. Невозможно. Do you understand? Понимаете? Do you get my point? Понимаете, да, о чем речь? It is simply not possible that Это our просто attention невозможно. leaves Наше this внимание body. может выйти за пределы этого тела. Our attention is strictly, tightly Наше внимание attached with this настолько body. We четко can't move привязано к этому телу, мы не можем, not even an inch out of то it. есть даже на дюйм не можем выйти за пределы его. So, Prithvi Tattva, smell, То есть forget. обоняние забудьте. We can't go to Prithvi God Tattva. through this. Мы не можем достичь Бога Technically через we это. could. As a Технически, human да, being? как живые, как людские существа мы можем. Yes, technically we could go by any То sense. есть технически мы можем использовать любое чувство для этого. But we don't have power in this age. Но вот в этот век у нас нет этой мощи We силы. don't have power to go this path. Следовать вот этому пути. У нас нет этой силы. Okay, so we know that all these methods as Yoga Nidra can help our body, То есть, but we cannot reach God. Oh, people are gonna kill me because of this. то есть все мы But знаем, fight, have your arguments. It is true. No guru will promise you with Yoga Nidra, just shifting attention on your body, that you will become enlightened. Nidra means sleep. All Upanishads say it is not Turiya, it is not state of enlightenment. You understand? But you can improve your body, you can refine Prithvi Tattva. Sorry, I was just wrong.
То есть, используя метод йога-нидры, вы не можете достичь Бога, и, возможно, меня даже какие-нибудь учителя за это могут и убить. То есть, да, но это всего лишь метод для тела. С помощью него вы не достигнете просветления, да, и нидра это дословно, да, это сон. То есть нет там какого-то описания, что это превосходящий какой-то метод достижения Бога. So do you understand that Prithvi Tattva is very difficult to transcend? Понимаете, что Притхви Татва это очень тяжело And Prithvi Tattva rules nose and smell. И Притхви Татва также управляет носом и обонянием. So it means our nose is very rough. То есть это говорит о том, что нос очень такой грубый. Is it true? Это так. What can we smell? Что мы 5 можем meters we подумать? can't smell. Максимум 5 метров. How much Расстояние. animal can smell? One wolf? А животные что? Вот, например, волк. Kilometers. Километры Where? они Kilometers. We can't smell 5 Мы meters. 5 метров не можем нюхать. So you see how through smell and Prithvi Tattva. То есть через обоняние и Finished. Татву все. Никак мы не можем ничего So what is поделать. the next? Что следующее? Джала. Do you want break? Okay, let's go quickly and then we come back. Okay, what is the next? Next is Jala. Джала. Jala rules taste. Джала управляет вкусом. Jala is all about emotion. Джала это все, что касается эмоций. So which methods Какой метод belong to Jala? принадлежит Джала? Do you see what I'm trying to teach you? Вы видите, что я пытаюсь чему вас научить? I'm trying to teach you to understand any spiritual method which is offered to you. То есть я пытаюсь вас научить, что любой метод, который вам не приходится ли увидеть духовно, If you understand this method, you если can вот know, эти yes, методы вы this поймете, is good, this is вы not поймете, good. что это хорошо, это нехорошо, это Or хорошо, это this is хорошо. not what I want. Или это не то, что я хочу, Or it is good for that. или это вот хорошо вот это. какой-то Don't buy определенной цели. anything which is on the market. Не покупайте все, что есть на рынке. With knowledge you can. You can choose what При is наличии real. знаний вы можете выбирать. So what is Jala? Jala is Что такое emotion. джала? Джала это эмоция. Okay. Sit down. Сядьте, Close the eyes. закройте глаза, Imagine the nice beach. представьте пляж красивый. Imagine you are on Hawaii. Вы на Гавайях где-то. Imagine the sun going on. Сон, Relax. солнце такое приятное, расслабьтесь. Have you seen these methods? Видите этот метод? Many people some general meditation for everybody is like that. То есть для многих медитация это вот что-то такое. But can you really go beyond? Но вы в действительности можете за пределы. Jala is very low level. It is Джала the это second достаточно level. низкий такой уровень, второй уровень. It cannot really take you to God. You cannot В transcend. действительности не может вас привести к Богу. Why? Почему? Because pictures Потому что картинка, are nothing but the thoughts. картинка формируется мыслями. And you can't remove these pictures and stay without them. Потому что вы не можете оставить эту картинку, а чтобы мысли ушли куда-то. In the same way, like you cannot remove these thoughts and stay without them. То же самое, как вот вы просто без мысли каком-то не можете остаться. And you know, I have authority, Shiva Samhita. И у меня есть авторитетный источник Шива Самхита. Between the thoughts, here I am. Между я нахожусь, который говорит, что я нахожусь. That is what Shiva says. Это то, что сказал Шива. So you have to be between the То есть thoughts. вам необходимо To быть see me. между мыслями, чтобы меня увидеть. And thoughts are pictures. И мысли это картинки. So by projecting nice pictures, emotional pictures, Проектируя эти картинки, You какие-то can't stop эмоциональные thinking. картинки, вы не можете остановиться. so you're again on the level То есть вы опять на уровне mind. ума. You're again on the level of the То есть на senses, уровне чувств. and you can't go beyond. И за пределы этого выйти не можете. What is the next method? Agni. А какой следующий метод? Агни. Agni is fire. Агни это огонь. Agnis are certain forms. Агни это определенные формы. It is higher than previous. Do you understand? Это выше, чем предыдущее. We are going Понимаете? step higher То есть and мы higher and на higher. ступеньку выше поднимаемся, выше и выше. You will be very happy when I go to the highest. То есть вы будете очень счастливы, когда дойду до наивысшей.
You imagine certain forms, Если вы представляете какие-то Agni. формы, это огни. or do you know the method where Или вы in знаете yoga метод, they look at как the в йоге они используют тратах. tratak? You know tratak, when they look at the candle, Yeah. fire. Когда на свечку смотрят на огонь. It is a kind of concentration method. Такой метод концентрации. It is better we are going up. Это лучше, мы как бы поднимаемся But на can we уровень. really stop again? Но в действительности можем ли остановить это? Are we really again on the level of thoughts? Либо мы снова на уровне мыслей. So all these methods Все эти are методы good for a body and mind and да, они tattva. хороши для тела, ума, татв. To understand that tattvas are going up, То есть, вы видите, татвы поднимаются. but it is not ultimately helping us transcend. Но окончательно это не помогает нам выйти за пределы. So that's why you will see in old По scriptures, этой причине вы увидите, что в древних all these писаниях methods so far are not highly valued. все эти методы они не особо так оценены. Tratak is for beginner. То есть тратак это для начинающих. In yoga they will say do tratak when you are a child. То есть в йоге говорят, занимайся Now тратаком, do когда you ты understand ребенок. why? Теперь вы понимаете почему. If we go one level up, То есть если вы на один уровень выше подниметесь, we are coming to Vayu. то есть вы достигнете уровня It вайи. is very high level, Точно. fourth level. Это очень высокий уровень, это 4-й уровень. It is transcending the skin, Это, touch. это Вайи уровень, стать. выходящий за пределы осязания. It is the breathing. Это What is breathing дыхание. method? Что такое метод дыхания? Hmm? Вопрос. Have you heard of Просто pranayama? слышали что-нибудь о пранаяме? Have you heard? If you do pranayama, То есть если вы делаете пранаяму, if you any of you who did pranayama for a long time, кто You либо will из вас, see кто занимается пранаямой that достаточно one долго, point of time то есть в какой-то один момент вы увидите, you will be able to almost equal то есть вы достигнете способности, что вы right and left breath, breathe in, breathe out, almost equal. Have you come to that stage? Вдох-выдох одинаковый. Almost equal, no breathing. Правый, то левый. есть вы достигнете определенной точки, где вы уже практически перестанете дышать. And again, Shiva, in Shiva Samhita, Lord Shiva says, Снова в Шива-самхите Шива between the говорит, breathing in, между between the вдохом breathing и out, выдохом, this is where I am. это то место, где я нахожусь. So, if you come to a state То есть если вы достигнете этого положения, where you can almost equal, no breathing, то есть того положения, где вы практически уже не дышите, you will be able to transcend. то есть вы сможете выйти за пределы. You will be able to experience God. У вас появится Is that возможность what most of the gurus are saying? пережить опыт, Do the что такое pranayama. Бог. Поэтому это то, о чем в основном How говорят many все gurus? How гуру. Как Buddhist? много. In Buddhist also traditions you have В pranayama. традиции буддистов также есть пранаяма. Do you know that even in some Orthodox Даже traditions, в каких-то in Serbia православных they do pranayama and традициях в breathing Сербии exercise. какие-то они упражнения с дыханием делают. In the holy mountain in То есть Greece. с священных горах в Греции, вы, наверное, знаете, они делают. So basically, То есть в основном, do you understand what I'm trying to tell you? понимаете, что я хочу вам сказать? That the more we are going, Чем выше мы поднимаемся, we are closing to the practices which are most то common. есть мы приближаемся к практике, которая наиболее популярна. All the people are saying, do pranayama, do Все pranayama. люди Now, говорят, делай now tell пранаяму. me, Теперь do you know why? Скажите, почему? It is based on the tattva. Это основано на It татве. is based on the very light level of tattva, high level of tattva. То есть основано на высоких уровнях татвы. Air is easy to. What is happening to the air and what is happening to the Что chair? вот случится, если вот с воздухом, да, там, What can we disintegrate and transcend? что вы можете, как вы можете Chair зайти or air? этот стул, да, насколько это сложно форма. Do you understand the более tattvas? такое. How it is Тонкое, easy to тонкое. go beyond the air. То есть вы понимаете татву, как гораздо легче выйти за пределы воздуха. And finally is Akash. И окончательно это акаш. And Akash is sound. И акаш это звук. Sound as the speediest. Звук самый What is быстрый. speediest? Sound or light? Like, Light? yes. Everybody agrees? Все согласны, что быстрее, звук или свет?
Свет. It is the same. It is the same. Ah, okay, okay. Good thing. So, sound is the speediest. Звук Correct? быстрее. And by sound speed, you can speediest reach God. И со скоростью звука вы с той же скоростью можете достичь And Бога. that's why И поэтому all the Vedic seers, все ведические мудрецы, they developed mantra shastra. они вот изобрели мантра-шастру. That's why every guru will give you the mantra. Поэтому каждый гуру вам даст так или иначе какую-то мантру. Sooner or later in India. Рано или поздно в Индии так вот происходило. Because everybody is about the sound. Even Все, prayers что are about the касается, sound. это звук, даже молитва это тоже звук. You understand? Понимаете? Without the sound, Без sound is звука the quickest and the easiest way to transcend звук senses. наибыстрейший и наипростейший метод достичь Бога. So now, do you understand? Теперь понимаете? When people do different То methods, есть, когда люди делают разные that you методы, can actually see, oh, вы this можете guy is doing видеть, this. ага, вот этот парень делает вот это вот. And then think about in terms of tattva. И подумайте в определениях. And understood, is he going Поймите, что он делает. by bicycle? То есть он Is he going by car? на велосипеде он едет, на машине, или Is he going by ship or by plane? может быть на корабле, а может быть на самолете. То есть скорость. Anywhere we are going. То есть так или иначе мы куда-то идем. There is nothing wrong and nor bad. Ничего нет плохого или хорошего в этом. But if you want to travel, Но если вы хотите путешествовать, then you have to think about the fastest way to travel. то лучше подумать о наибыстрейшем образе. And the Путешествие. fastest way to reach God Самый быстрый способ достичь Бога is Vayu and Akash. это Ваю или Акаш. And that was why I was talking all this. И вот по этой вот причине во всем I wanted to говорил. teach you. Я хотел вас научить. So whoever offers you something, Кто-либо вам что-либо не предложил, check the tattvas. проверьте татвы. Because tattvas are universal. Потому что татвы, они универсальны. There is no guru who will not say that anything that these tattvas don't exist. Нету каких-то гуру, которые скажут, что что-то есть за пределами этих татв. You understand? Понимаете? So, in that sense, we can go after the break to mantra shastra and to the method. В таком вот ключе мы потом поговорим после перерыва о мантра-шастре. 15 minutes. Метод. 15 минут. Of course, I always overdo. У нас сейчас есть время, но обычно I всегда. always have too ambitious plan. У меня всегда амбициозные планы. It is ketu in the 10th house. Ракеты в 10-м доме. You work without thinking. Вы работаете, не думая. Happily guru is there. К Or счастью, I would be я like тоже гуру. kamikaze. А так бы я вообще был камикадзе. Okay, so now we are going to explain something about the sound, which you have seen is the highest and easiest level to reach God. Сейчас я вот объясню относительно звука, что есть по сути своей высший и наипростейший метод достижения Бога. And you see the sounds are coming from thoughts and feelings. Видите, что звук он берет свой источник от мыслей, чувств. And we form certain sounds by using our mouth and speech apparatus. И мы формируем звук, используя наш рот, собственно говоря, и другие органы. And sounds are actually well-formed thoughts, expression of thoughts and feelings. Do you agree with me? И вы согласны со мной, что звук по сути своей это достаточно такая определенная форма, через которую мы можем понять мысли. And sounds which we are producing. И звуки, те, которые мы производим. I'm referring to these sounds. То есть я ссылаюсь на эти звуки. So, every То language, есть каждый звук, because it belongs to a human being, потому что он принадлежит людским существам, will follow our natural pattern. следует нашим естественным паттернам. And our natural pattern is that we have body, mind and the soul. И наш естественный паттерн это то, что у нас есть ум, тело и душа.
So every language will have a body, mind and a soul. То есть у каждого языка также есть тело, ум и душа. And it is not uncommon fact. Это не то, что что-то такое неизвестное. If you know linguistics, Если вы знаете лингвистику, all learned people in linguistics все обученные люди вот в этой области will point out укажут вам, that there was some pra-language, or old language, расскажут вам о том, что был такой язык, from which one из all the которого languages все came. языки возникли. They call it pra-Indo-European language. Они называют его про-индоевропейский язык. And most learned scholars always point to Vedic Sanskrit. И наиболее такие обученные ученые, они всегда ссылаются на ведический санскрит. They will point. Они так или иначе And when I ссылаются. say Vedic, it has to be old. Not modern Sanskrit, but old Потому Sanskrit. что это должен быть древний санскрит, не вот современный нынче санскрит, а And древний. having knowledge of Jyotish, having knowledge of these tattvas, И имея вот эти вот знания тат, I'm suggesting you to check Vedic Sanskrit. я советую вам, предлагаю проверить. Let's check it and see Давайте whether проверим, it is so perfect. посмотрим, насколько он It will be совершенен. interesting, Это huh? будет интересно. Okay, move it. Okay. Now, do you see the photo? Видите ли вы Maybe you изображение? should move this. We have 16 vowels У нас 60 есть слогов, in Vedic Sanskrit. 16 в ведическом санскрите. No other language has as many vowels. В других языках нет столько гласных. Old Slavic language, old Slavic from where Russian, Serbian, all the languages came. То есть древний славянский, все вот эти вот группы языков, они Had отсюда образовались. У них было 10 гласных. So, why 16? Почему 16? Do we have 12 signs? То есть, есть ли у нас 12 знаков? Do you know why we have 12 Знаете, signs? почему у нас вообще 12 It is знаков? so basic. Это настолько просто, фундаментально. Can anybody answer me that Кто-нибудь может мне question? ответить на этот вопрос? Why do we have 12 signs? Почему у Why нас don't we 12 have знаков? 13, Почему не 14? 13, 14? You don't know. Вы не знаете. Okay. Because sun meets moon only 12 times. Потому что Солнце и Луна встречаются только 12 раз. Sun and moon meet or they are opposed to each other. Они встречаются, либо находятся в противостоянии друг другу. Only 20 times during the year. Только 12 раз в течение года. Not 13, not Не 14. 13, не 14. So, can it be 13 signs? То есть, в соответствии, может ли быть Like 13? some modern Western astrologers try to impose. К примеру, там вот современная No, астрология because пытается что-то такое sun сказать. ruling the resource, father. Нет, потому что Солнце управляет ресурсами, это Отец. And moon, mother, who creates. Луна – это мать, она производит. They meet only 12 times. Они встречаются 12 раз только. So there can be only 12 signs. Поэтому может быть Simple только 12 Jyotish. простой джотиш. No philosophy. Никакой философии. So we have 12 sounds. Поэтому у нас 12 And звуков. sounds signify the soul. И эти звуки, они связаны с душой. And the first sound is always the soul. И первый звук – это всегда душа. First sound, you know, in the beginning there was a word. Bible. В Библии знаете, да, что в начале было слово. It means in the beginning there was a sound. То есть в начале был звук какой-то, это значит. And if you try to say Если вы ah, скажете you see freedom. Ah, чувствуете nothing. свобода, ничего там не блокирует Nothing вас, is blocking. никаких No need it. блоков, I don't need tongue. не нужен ни язык, I don't need throat. Just ah. не напрягай ничего. You see the soul. Видите душу? Oh, what is happening? О, Oh, вы губы I напрягаете. take mouth. Используйте Eh, губы. no, Уже only ah. опять. First. Только А. Ah is the first. А это первое. It is the soul which Это is free. душа, которая свободна. Free, no bandhana, no Никаких bondage. ограничений нету. You see? Ah. Just open the mouth, eyes coming out. Только рот откройте. И всё. So, sounds are related to the soul.
And there are 12 То sounds, есть 12 звуков есть, и звук связан с душой. which are the types of the soul. Это различные типы души. Because father and mother have met 12 times. Потому что мать и отец встречаются 12 раз. They have met 12 times to create 12 different types of the То soul. есть они встречаются 12 раз и создают разные 12 типов души. And with that creation they need some knowledge. Для этого сотворения им нужно определенные знания. And this knowledge is coming from the 4 sounds. И эти знания приходят вот через 4 звука. These are vocal R and L. Это вот вокальное Р и Л. We have R, we have R, we have L, we have L. То есть там 4 на самом деле. You will be surprised that in Serbian we preserved one original sound. Вы будете удивлены, они просто у нас в We русском say нет крр. звуков, а вот в Сербии у них Крр. один такой есть, Крр. That is сохранился the один из 4 этих звуков. Like in the word Например, Krishna. вот кровь они называют крыв. It is actually то же not самое, Krishna, как it is Krishna. Krishna. Это не совсем Кришна, это And it Кришна. is our normal R. И для них это на обычное Р. And one our dialect И один из их диалектов in eastern Serbia, it is having vocal L. в Сербии у них есть и вот это It вот is the Л. only dialect in the world apart from Sanskrit which Это keeps it. единственный диалект вот во всем мире, который сохранил эту Л, которая They в say санскрите Балк. есть. Они говорят Балк. Volk. Балк. Volk. Huh? Волк. Volk. From Volk, Вот. Volk is old Slavic. То есть волк это вот In старославянское. Serbia it became Vuk. А сейчас в Сербии они говорят. But in that dialect it No. remained Volk. Но вот в этом диалекте это волк. So you have 4 То есть 4 вот этих особенных additional звука, vocals добавочных, which are standing for the 4 Vedas, которые стоят, основывают 4 веды. for the 4 legs of Dharma. То есть 4 ноги дхармы созидают. Number 16 is also very specific number. А число 16. 16 также достаточно специфическое число. То It is having like 15, we have 15 lunar days. есть у нас вот есть 15 лунных дней From the new moon от новой луны to the full moon, до полной луны. 15 days. 15 дней. And 16 is invisible. И 16 он невидимый. It is called the invisible face of the Divine Mother. И это называется невидимое лицо Божественной Матери. In India they call her Shodasi, В Индии они называют ее Шодаси, which means 16th. то есть значит 16. So you see how Sanskrit vocals perfectly reflected what is happening with the soul. То есть видите, как совершенно ведический санскрит связан с тем, что 12 types of created происходит soul с душой. То есть 12 типов творения души есть and 4 types of и knowledge. 4 типа знаний. How to create these souls. Как создать эту душу. And total, И it is в the целом invisible невидимая, soul of the Divine Mother невидимая душа Матери, who is responsible for creation of all the souls. которая ответственна за производство творения всех душ. What do you say? Isn't this brilliant? Что вы скажете? You Не can't find прекрасно it in ли any это? language. Нигде вы этого не найдете. Even there are some theories Даже есть какие-то теории in linguistics в лингвистике. where they use special terms I can't Они remember. используют какие-то там специальные I was определения, reading не it, Noam Chomsky wrote about it. помню. Наум Чомский писал, And if you read about Noam Chomsky, you will understand how brilliant he is. насколько он превосходен, вы поймете. They were saying that there are some theories Есть определенная там теория, that if you were able to completely produce то есть если, perfectly Vedic Sanskrit, если у вас получится совершенным образом воспроизвести ведический санскрит, that language has the power to create form. то вот такой вот язык обладает мощностью создать форму. So if you could be able to perfectly say apple, К примеру, вы каким-то образом, совершенным образом используя этот язык, скажете яблоко, you will start creating the molecules of то apple. есть вы начнете создавать молекулы этого яблока. That sound will be able to create. То есть этот вот звук, он будет способен создать. It sounds это. crazy, Звучит немного but quantum по-сумасшедшему. physics is saying something Но about it. квантовая физика, она говорит что-то And they're подобное. saying this is the language. И они говорят, вот это вот и есть этот язык. And they call it Devanagari. И они называют это Деванагари. It means belonging to the divine, Это значит, что принадлежит to божеству, upper то lokas. есть высшим локам. Yesterday I showed Sergey Вчера я Сергею показал sound of wind from the Athos. звук
ветра в Атос. They recorded Город some sound. Греция. Athos is holy mountain Святый город in Greece. в Греции. Only monasteries, you can't enter there. Там один монастырь, в который нельзя войти. Not Aegean. There are many А, monasteries. много там монастырей, да, в One которые is, нельзя войти. one is Russian also, one Там is old русский Serbian есть, monastery. есть и сербские монастыри. And they recorded the wind playing tunes, И like они angels. записали, как ветер, ну там, в общем, ветер таким образом звучит, словно ангелы поют. It doesn't Они sound записали. human, То but it есть is это a не melody. звучит, что это You can see it on человеческий YouTube. голос, но слышно, что это как песня. So certain sounds are divine. То есть, Certain то есть sounds are divine. определенные звуки, они божественные. So now let's go to the consonants. То есть давайте теперь к согласным обратимся. Have you seen the vowels soul? Remember, Видите, vowels как are soul. гласные, вот какие? Гласные связаны с душой. If you know this, you know the mantra То shastra. есть знаете вот это, знаете мантрашастру. If you know how to connect the planets with Если this, вы this is знаете, perfect. как соединить планеты с этим, то это вообще совершенно. The souls are ruled by the sun. То есть душа, она управляема Солнцем. So Surya rules all these vowels. Сурья управляет всеми этими гласными. The more vowels one language has, То есть чем больше в языке гласных, the soul Surya is stronger in these people. то есть Сурья сильна в этих людях. You can see the people by speaking certain То language. есть вы увидите люди, говорящие на определенных языках, You то will see Russians. есть посмотрите на русских. You will agree with me. Вы согласны со мной? People speaking certain languages, То есть люди говорят на определенных языках, they produce certain то sounds, есть они производят определенные and звуки. they're activating certain elements of И nature. они активируют тем самым определенные элементы природы. So, first sounds, we Первый have звук. 5 То groups. есть у нас вообще 5 групп там. In Sanskrit, we have 5 groups of В consonants. санскрите 5 групп Now, согласных. I have already taught you. Я уже вас научил. Whenever you hear 5, То есть слышите 5. does it sound like something? Не кажется ли вам на что-то похожее? 5 tattvas, of 5 course. тат. So, Конечно. do you see that we have 5 tattvas? Видите, там есть 5 тат. And in each 5 we have 5. И в каждой из 5 этих групп там 5 букв. So, do you understand? Not only that we have 5 Не groups, только 5 групп, but within each group we have 5 letters, но в каждой 5 группе sounds. 5 звуков, 5 букв. So within each group we have again 5 То есть tattvas. в каждой группе у нас опять 5 тат. And by having knowledge of sound, we can create karmas, we can change karmas. И зная, то есть имея знание звука, мы можем изменить You карму. tell me where is the planet tell me where is Jupiter in your chart? Где у тебя Юпитер в карте? Знаешь? In which Знак, sign? знак. Близнецы. Митуна в Близнецы, okay. Баб. We said blизнецы. So Mituna. Okay, now I don't have this. Okay. Jupiter ruled this Вот Юпитер вот этой вот группой управляет. this group. Now remember the first order. То есть запомните первый. First order of tattva. Вспомните первый порядок. Vayu. Ваю. Vayu. Ваю. No, where is the Jupiter? Yes, Vayu. Ваю. Do you remember? Помните. Agni, Агни. Prithvi, Притви. Jala, Akash. So that's why I gave you the first order. Вот по этой причине я дал вам первый этот порядок. So Mituna Blizansi. То есть Ваю. в близнецах, это значит Ваю. ваю это. Okay. Where is it? Here. Вот это вот. Ta. Так. It is dental ta. Ta. То есть This is близко cha. к зубам. Зубной это. This is cha. Это джа. Little bit up. Ta. Язык назад. This Нём. one. This is Нём. normal dental ta. Зубной So, нём. sound of your Jupiter То есть, in Blizansi is tam. то есть звук твоего Юпитера в близнецах это там. Are you aware that we can turn all the planets into Вы sounds? в курсе, что вообще можно все планеты в We звуки can turn any planet трансформировать into sound. любую планету в звук. And if you do that sound,
Если вы будете производить этот звук, you will improve the karma of that signified by that grammar. и вы улучшите таким образом карму сигнификантную. So whenever you say tam, tam, это tam, игра. То есть когда ты говоришь you're там, changing, you're activating your Jupiter ты results. активируешь свой Юпитер в Близнецах. Isn't that marvelous? Не We are changing превосходный. the tattva. То есть мы меняем татву, We are improving the tattvas. мы улучшаем We ее, are getting the knowledge of the tattva. мы получаем знания татвы. Now, which other language can match this? Какой другой язык может No other language can match tattvas. быть похожим на это? Никакой другой язык не связан таким же образом с татвой. And tattvas are related to the body. They are creating mahabhutas. They are creating mahabhutas, and mahabhutas are creating the body. Татвы, они производят махабхуты, и махабхуты производят тело. So all consonants, То есть все согласны. all consonants are the body. Все согласны, это тело. And mark the first consonant. First one is ka. Первую согласную это К. It is the consonant of creation. Это согласное творение. Ka is the creation. К это творение. When we say the word kala, Когда мы говорим Кала, ka means Brahma, the creator. Кала значит Брахма, Творец. A is the Vishnu, sustainer. А это Вишну, тот, La кто is the поддерживает. Rudra, destroyer. Ла это Рудра, тот, кто разрушает. So now, do you see the first creator sound is ka? То есть видите, вот здесь вот первый This first sound, ka, ka, ga, ka, вот эти na. звуки, вот, Ka, ka, ga, ga, na. It is not sound, na. назальные звуки. Вот эти. Nazali. This is Agni Tattva. Это Агни Татва. Agni is the first to create. Агни Fire. это первое, что творится. It созидается. belongs to the Mars, Mangal. Вот эта вот группа связана с Мангалом. Who are the people who are using this ka, ka, ga, ga, Что na? за люди, которые используют вот эти вот Which звуки? European nation is having a Какая lot of европейская Mangal? нация имеет Мангал? Do you know the languages? Немцы. German, yes, who said it? Немцы. Yes, German. Да, немцы. Ka, ka, Mangal, a lot of Mangal. Who started First World War? Who started Second World Очень War? много мангалов. Кто начал Are первую, they very вторую, disciplined? Они, Да. не так ли, что они очень No дисциплинированы, emotion. никаких Ah, эмоций correct. особо. Zero emotion, only work, work, work. Работа, Mangal. работа. Мангал. Look at this. Посмотрите сюда. Second, Jala. Второй джала. Second is Jala. Вторая группа. Cha, cha, ja, ja, nya. Cha, cha, ja, ja, nya. It belongs to the Venus, Shukra. Венере эта группа принадлежит Шукре. Venerata group. Who is talking like this? Where am I? Where am I now? Где я сейчас? Russia. Who is having this song? Cha, У кого cha. эти мягкие? Джа-ня. Ча-ча, ня-ня. Russian is very soft, very Россия Venus. очень мягкая такая. So which венерическая. planet is dominating? Какая in здесь Russia? планета Are доминирует? you sure? I'm sure Venus, emotions, drama, I'm уверен, emotions, драма, love, эмоции, love, любовь, emotions, любовь, culture. Культура. You're the first one who is saying that. We're used to being Saturn. I think you know only part of Russian. Saturn maybe dominates the destiny. Возможно, But Сатурн nature of the доминирует судьбе Nature of the России, people is но Venus. природа людей это Венера. Nature. We also have Nya. У We нас have также Ya. есть не. These are all these. We have Cha. We have У Ja. них всех есть. Ча-ча. Lot of emotional drama. Тоже много эмоциональной драмы. Correct. Third one is Mercury. Третье это Меркурий. Ta, ta, da, ta, na. A lot of English. Очень много английского. English, they are saying ta. They don't say ta. They say ta, da. Mercury, a lot of English. Много Mercury, money, money, по-английски. money, money. Деньги, деньги, деньги. God is green in color. Correct? Бог Where is зеленого God green цвета in color? для них. On the US dollars. Где Бог зеленого цвета? На You see долларах. English. Да, видите, вот English английский. speaking, the richest. Of course they are the Они richest самые because their богатые. mantra. Конечно, потому что их Their mantra in their мантра language is always в Mercury. языке, потому что They are всегда always saying about Меркурий. Mercury.
все вокруг мира. Where is the biggest culture? As far as I know from Serbian school, the greatest painter artists, they're all from Russia. Где, говорит, наиболее You agree with me? культура развита? This is, Насколько я знаю, Sergei will say this is because Serbians love Russian, but this is true. Сергей скажет, что потому что все Ballet, all these arts, действительно так, балет, всякого рода literature, искусство, литература, it is always Russian, huh? всегда Россия, Shukra. шукра. But money, always on the other side of the ocean. Где-то там за океаном. It is running away from Venus. Эта часть, она убежала от Венеры. Correct? And finally, ultimately, И окончательно в конце Па. вот эта вот группа Ma is Saturn, Shani or Vayu Tatra. принадлежит Сатурну, Шани или Ваю Татре. Did you skip Akash? Akash, sorry. Это Ta, Tha, Da, Tha, Na, it is Guru вот эта вот группа, Akash. это Гуру Акаш. Jupiter. It is Akash Tatra. Акаш Татва. And this is Jupiter. И это и Akash Tatra. Акаш Татва. And this Pa, Pha, Ba, Pha, Ma, it is Shani or Vayu И Tatra. это вот Шани Сатурн. или Ваю Татва. Сатурн. So now do you see? 5 planets, Видите, 5 планет, 5 elements, 5 элементов. 5 by 5. 5 на 5. Everything fits perfectly, correct? Все соответствует друг другу. Идеально совершенно. Sun, 6 planets, То есть там 6 планет, representing the soul. представляющие... And what is left? И что осталось? 7 planet, we don't count nodes. То есть 7 планет. So we мы have не soul, считаем. we have a body. And what is in between? У нас есть тело и душа, и что осталось еще? Something which is neither the soul nor Не the душа body. и не тело. It is called mind. Это называется умом. So, semi-vowels. Do you know semi-vowels? Semi, polu. Полусогласные. Polu, telo, polu, polu, Полугласные. polu, mind, polu, polu, soul, polu, body. То есть не то, ни другое что-то между полу. Polu, telo. How do you say telo? Полутело. Polu, Полутело, telo, polu, dusha. полутело, полудуша, что-то такое. Correct? This is it. Вот это оно. Yara, lava, sha, sha, sa, ha. There are 8. То есть их тут 8. And there is 9. И 9. There are 8, and then there are some additional. Их 8, есть одно такое дополнение, добавление. Some addition. One is called ksha, И одна называется кша. and another is called gnya. И Ksha is destruction, кша это разрушение, gnya is knowledge. а это So, total 10. то есть в совокупности 10. And again the same tattvas. И опять You see, все here we татвы. have the same 5 tattvas. Видите, тут 5 татв у нас. You remember the order. Помните порядок. Then we have 3 sha. There are 3 forms of Divine Mother. И вот это вот 3 ша, 3 формы Божественной And Матери. then we have ha. It is Akash, it is Holy Father Shiva. Ха это Акаш, Святой Отец. And then we have the creation and destruction. И еще у нас остается сотворение и разрушение. Total 10. То есть в целом 10. And we know that mind has 10 indriyas. И мы в курсе, что у ума 10 индрий. Jnana and karma indriya. Дьяна и карма индрия. 5 senses 5 чувств and 5 organs и of 5 senses. органов чувств. And mind is ruled by Chandra. И ум управляется чандрой. And if you see in any Jyotish or Vedic text, Если вы посмотрите какой-то ведический или Chandra джойотиш is depicted чандру, если выбрать, like charioteer on the 10 horses. то она управляет словно всадник на 10 запряженными And now лошадями. do you understand 10? 10? Теперь понимаете, почему 10? 10 indriyas. Что такое 10? Now tell me, do you agree that Vedic Sanskrit is А perfect? теперь скажите, согласны ли вы со мной, что ведический санскрит в совершении? And now I showed you just a little И сейчас я вам показал всего лишь какую-то малость. how we take planets, Как мы берем grahas, планету, графу, and convert them into sounds и трансформируем ее, and use it to improve our karmas используем для того, чтобы улучшить нашу карму. in a very individual way. В таком индивидуальным таким образом. Okay. So now we have only time to do
to explain the sadhana. И сейчас время только осталось для того, чтобы объяснить садхану. Okay. Yes. Okay. In Jyotish, Джьотиша we use this sadhana related to the sun. мы используем эту садхану и соотносим ее с солнцем. To avoid that, telling that we are worshipping the sun. We are not Я worshipping the хочу sun. избежать того, чтобы вы неправильно понимали, что мы не молимся солнцу, мы используем солнце. We worship the sun as a representative of the light. То есть мы поклоняемся солнцу как символу света. Because without the sun, we don't have the light. Потому что в отсутствии солнца у нас нет света. And we don't have life in this earth. И, соответственно, у нас нет души здесь. Do you agree? Жизни. Согласны ли со мной? There is no life in this То world. есть тогда бы не было никакой жизни And to completely prove you, в этом мире. И для того, чтобы доказать, why do we take the sun? для чего мы берем And why is солнце, the sun so important? почему солнце настолько важно. See the shloka of Bhagavad Gita. Посмотрите шлоку Бхагавад-гиты. Do you see it? Видите? Видно? Amongst the 12 sons of Aditi, То есть среди 12 сыновей Адити, 12 sons of Aditi, these are 12 signs. 12 сынов Адити это 12 Because in знаков. Jyotish we call sun Aditya. Потому что в Джьотише мы называем знак Адити. I'm Vishnu. Я Вишну. So if you know the Aditya, То есть если you вы will знаете, understand which is the most important Aditya. если вы знаете Адити, то вы знаете, какой из них самый наиважнейший. Among the luminous objects, I am the sun. То есть среди Светил. Среди светил я солнце. So, do you see this shloka? Видите вот эту вот шлоку? Shri Krishna is saying, Шри Кришна говорит, I am the sun. я Look at me солнце, like the посмотри sun. на меня. Because Я sun словно is God солнце, for you. Потому что солнце Бог для тебя. And I took part in the sun to be God for you. И я вот эту вот часть солнца беру для того, чтобы быть Богом для тебя. So, first step of Jyotish Sadhana, we are using this shloka from Bhagavad Gita. И вот этот первый шаг в Джьотиш Садхане, мы используем вот эту вот шлоку Бхагавад-гиты, To catch the ray of the sun. чтобы поймать луч солнца. And why are we doing so? И для чего мы это делаем? Let's move. Okay, this is a definition of the light. I talked yesterday about. Определение света. You remember Вчера sun говорил, has no light. то есть, я вам говорил, что And света, distortion of that light is our soul что у karma. солнца нету света, и You remember from yesterday? преломление нашей кармы это есть этот свет. So what we have to do? We have to remove that colors. We have То to есть, remove. что нам нужно сделать? Мы должны удалить, избавиться от We этого have to цвета. catch that colorless То light. есть нам нужно в действительности достичь этого бесцветного света. And to avoid what is called Ashtabandhana. И избежать то, что называется аштабандхана. There is a whole philosophy called Achintya Beda Beda Tattva. Вот такая вот философия. Whole philosophy where in detail a lot needs to be studied. То есть, там много деталей и много что нужно изучить. Oh, we will skip the chakra. Everybody knows this. Okay, you know the basic 7 chakras. Everybody knows this. Да, все знают, что такое 7 чакр. Yes, go. Just to know, contrary to ordinary belief, there are not 7 chakras. Do you know that there are more than 7 Вы chakras? вообще в курсе, что есть больше, чем Do you 7 know чакр? that there is a scheme of the 8 chakras? Есть схема 8 чакр. One chakra is here, Вот здесь вот одна чакра, Soma chakra we сома call чакра it. мы ее называем. And one chakra is А here, одна вот здесь вот чакра, where this вот в этом месте. is scheme of the 9 chakra. Это схема 9 чакр. And there are many other, there is a guru chakra also here. Так, ну, вот, гуру Smaller чакры, chakras. маленькие такие чакры.
And what is most important, what I spoke yesterday, И что наиболее важное, то, что я сказал вчера, our soul is not in Anahata chakra. что наша душа не в анахата чакре. Whoever tells you so is not correctly and precisely telling you the truth. Кто-либо вам не сказал это, те люди Because не точны. in all Vedic scriptures, including yoga, whenever the soul is depicted, То есть во всех ведической литературе, когда бы речь не зашла о душе, it will be depicted as sitting on the 8-petal lotus. говорится, что она сидит на 8-лепестковом лотосе. Pay attention, you will see it. Уделите Soul внимание, is вы always увидите, 8-petal lotus. что у души 8-лепестковый лотос. And if we exclude Ketu, which is moksha, Если мы исключим кету как мокша, and if we look at the colors, we have 7 colors and black color. и посмотрим на цвета, то у нас есть 7 цветов и черный, соответственно. Black as an absence of light. То есть черный как отсутствие We don't цвета. have 9 colors. То есть у нас нету, по сути, So these 9 8 цветов. colors То are есть proving 8 that the soul цветов. has 8. Эти 8 цветов доказывают, что там вот 8-лепестковый лотос. And it has been pictured like this in all the yogic texts. И вот именно таким образом это должно быть изображено во всех йогических текстах. And it is a well-known fact that Anahata has 12 petal lotus. И это достаточно такой известный факт, что анахата у нее 12-лепестковый лотос. Everybody will tell you that. Read any book, Anahata is having 12 petal lotus. Прочитайте любую книгу, каждый вам скажет, что у анахата 12-лепестковый лотос. So maybe you didn't pay attention. You saw the lotus of the soul and you didn't count the petals. Да, может быть, вы просто не обратили внимания, когда говорили об этом, и не считали, сколько там лепестков. So books were telling, yes, soul is 8 petals, but it is in Anahata which is 12. And people didn't pay attention. То есть книга говорит вам, что да, душа находится на 8-лепестковом лотосе, а анахата это 12-лепестковый лотос, но люди просто не уделяют этому внимания. So as I told you yesterday, Как я вам вчера сказал, next to Anahata, on рядом the с left анахатой, side, с левой стороны, there is a small там chakra маленькая чакра, called Hrid. которая называется хрид. You will be surprised that all yogic literature Что во всех древних йогических текстах call this chakra as Surya chakra. эту чакру называют сурья чакра. So again we are coming back to То Surya. есть мы снова возвращаемся к сурье. You see no mistake in the Никаких scriptures. ошибок в текстах. This small chakra is the seat of the soul. То есть вот эта маленькая чакра это сидение души. So before we go to God, То есть прежде чем мы достигнем Бога, we have to first realize who we are. нам нужно понять, кто мы такие. We can't understand God Мы не можем понять Бога unless we realize our soul. до тех пор, пока мы не осознаем свою душу. We have to first Сначала нужно identify that we are not a mind and a body. идентифицировать себя, что мы не ум и не тело. So that's why before God То realization, есть прежде чем реализовать понимание Бога, there has to be a то self-realization. есть должно быть самореализация. Должна быть.